Пользанет, меня зовут Саня, и здесь только долгие обзоры и быстрые стримы, или наоборот, на данный момент будет, скорее всего, наоборот. Я буду вам сегодня рассказывать вот об этом девайсе. Вы в левом верхнем углу, для себя, наверное, в правом нижнем видите менюшку. Помимо этого, здесь мы будем его топить, здесь мы будем его взвешивать. Помимо взвешивания мы будем, разумеется, сравнивать его экран. Если все это будет долго, мучительно, сейчас я одновременно его заряжаю, и он одновременно выдает картинку. Потом мы снимем это все дело, и я буду на нем играть. Какие у меня уже были проблемы с этим смартфоном, я сейчас вам расскажу. На лайв-канале я только что выгрузил, что смартфон у меня уже окирпичился, я его уже потопил, он уже сказал, что нет, я с тобой дружить не буду, и где-то, наверное, в течение 40 минут он не включался, это раз. Два, напоминаю, что все, кто поставят лайк и напишут комментарий, огромное спасибо, вы поможете каналу. Обзор, разумеется, на 14 Pro будет, если есть претензии по звуку, качеству картинки, тестам, в конце концов, вы пишите, я все это дело пытаюсь структурировать и помогаю вам узнать, что это за девайс. Бежать, покупать его точно не стоит. Я не яблофон, хотя ебломан, яблочный фанатик. Хотя iPhone 13 Pro Max это один из моих основных телефонов. Второй основной телефон это Poco F3. И да, он безумно меня мучает. Но сказать, что iPhone 13 Pro Max без глюков я не скажу. Что можно сказать сразу про вот этот великолепный смартфон? То, что в течение 2 часов я пытался скинуть информацию с 13 Pro Max, у меня не получилось, и только со второго захода получилось. Через 10 минут благополучным образом он все скинул, и потом окирпичился. Потом была такая история, что на лайве я скинул, что я экран не вижу, но через карту захвата я его вижу, и поэтому у меня получилось его сбросить. Не забываем прожать лайк, это было бы очень круто, вы бы помогли каналу. Напоминаю, что все, кто приходят, логично, что я купил его за лютый оверпрайс. То, что вы видели из обзоров на сегодняшний момент, сегодня еще 16 число, это либо люди летели куда-то за границу, кого-то отправляли, либо они в принципе находится не на территории Российской Федерации. Сколько стоит сейчас iPhone, можете посмотреть по ссылке. По ссылке в описании пока нет, но вы, возможно, когда смотрите, уже есть. Или на Авито. Вот, я покупал, к сожалению, на Авито. Напоминаю, на канале нет мата, хамства, рекламы и остальных прелестей жизни, которые многим необходимы. Из iPhone, что я могу о нем рассказать из того, что, возможно, вы не знаете? Первое. Выглядит он так, что вы разницу не почувствуете между 13 Pro внешне, кроме вот этой вот вспышечки, которая чуть-чуть по-другому в моем понимании выглядит, хотя по большому счету вот только вырез. И 120 Гц, разумеется, новый процессор, разумеется. То, что мне интересно, это киноэффект в 4К 30 FPS он работает. Я сегодня ночью похожу, поснимаю в течение часа на селфи-палку, и после того, как я на селфи-палку поснимаю, я вам расскажу, ну, вы увидите на лайв-канале вот этот час, как быстро телефон разряжается, что с ним происходит и все остальное вы увидите сегодня, сейчас, когда он полностью скачает все программки. Напоминаю, у меня гигабитный интернет в New State. Мы с вами поиграем, это PUBG New State, точнее играть буду я, а вы будете смотреть, во всяком случае, сколько он съест и как быстро все это будет происходить. Если брать по эмоциям от смартфона, никаких, то есть вот они упаковочки у меня, это 11, по-моему, Pro Max, это 13 mini, это 13 Pro, такая же коробка у меня есть от 13 Pro Max, получается. И показывать вам смысл, у меня уже есть распак этого смартфона, вы можете посмотреть в шортсах. Звук не очень, пишите, если есть претензии, громко, тихо, если что, добавить... добавить я легко могу, вот добавить проблем вообще никаких. Дальше. Саня, в идеале обрезать рамки по бокам у экрана с экраном iPhone и увеличить изображение. Это мы будем делать вот таким образом, как только мы с вами будем тестировать данный смартфон. Я покажу вам, что... Ну, давайте сейчас вот, что у нас в настройках в стоке есть. Так, из интересного, разумеется, основные и обновление ПО. Если здесь... Да, оно здесь есть, к сожалению, я сейчас буду... все это дело обновлять. Почему? Потому что если я это дело не обновлю, то все остальное будет некорректно. Вот. Правильно? То есть сейчас мы увидим, как быстро он обновится, но обновлялся у меня 13 Pro Max, к слову, сегодня минут 15. Никаких проблем не было, шипит микрофон. Тогда надо делать тише, вы просто сделайте громче. Все правильно, не должен он похрипывать.
Ну, не прибавляйте. Ладно, Саня, я уже выпал в осадок. Как ты делаешь? Уличная магия? В первую очередь. Так, а где? Опять? Короче, вы видите iPhone, а я нет. То есть я экран не вижу. Если вы сейчас обратите внимание, экран у меня пустой. Вообще не смешно. Да что такое с этим iPhone? О, появилась. Появилась, мне сегодня повезло. Как выиграть яблоко Baby Dance? Это будет только 11.11. И я расскажу вам где-то в центре стрима. Так что, кому интересно, тот потом узнает. Во всяком случае, в первую очередь, это будет для подписчиков в первую очередь. Так, чтобы не дребезжал яблочный смарт, точнее не яблочный, кардиоиду поменяю. Вот сейчас получше звук стал или нет? Так, со сколько купил? Купил очень дорого, в 2 раза дороже, чем он есть. Вот. Мое почтение, Дмитрий Мещеряков. Да, что реально выигрывал кто-то? Виктор, нет, никто никогда не выигрывал. И если вы не подписчик, вы не выиграете точно. Почему пустой экран? Потому что сейчас идет обновление смартфона, и вы узнаете все потом. Помехи в правом канале слегка подзуживает. Ну, ничего уже с звуком не сделаю. Вот какой он есть, скорее всего, придется мне менять микро. В режиме реального времени могу на шуровский поменять, но лучше пока так. Все, отпустила звук, да, добавь громкость теперь, Андрей, хорошо. Если брать по яблоку, окей, давайте, пока он тестируется, обновляется и все остальное, я его отключу, вполне возможно, он потом будет показывать у нас сколько, чего и как, и мы посмотрим по поводу веса. Что они сделали. 175 граммов, не такой космос, потому что... Так, стоп. Что-то с ума сходит весы. Все. 208 граммов, 175. Это раз, два, 241 грамм. Гейм, все розыгрыши и все остальное еще раз будет 11 числа. Условия будут в стриме потом. И в первую очередь, разумеется, мне интересно, чтобы выиграли подписчики. По поводу того, кто, когда и где выигрывал на канале. Я сейчас скину ссылку, захотите, читайте до упора. Просто эти, получается, сообщения. Геншин обязательно затести, самая оптимизированная игра. Обязательно. Мне очень интересно, будет ли он сбрасывать яркость. И на этот случай у меня уже сразу, видите, лежит приборчик. Мы узнаем насколько, как и почему. Если стрим не вылетит, если вы не уйдете, если комп не зависнет, то все узнаем. Если все зависит, то зависнет при любом раскладе. Я буду заново все это дело включать. Сейчас я, подождите, пытаюсь, кто и что выиграл. 224 сообщения, окей. Вот сейчас люди, если не сложно, кто на стриме, копипастите тем, кто приходит по поводу того, кто, когда и где выигрывал. Вопреки всему, несмотря ни на что, да. Очень приятно. Еще раз, друзья, напоминаю, что никто никогда здесь не будет ругаться матом либо хамить, вы будете забанены. Саня, какая стоит ОС из коробки? Не 16-я, 15-я, не знаю. Вот я сейчас только что нажал на обновление, вот он обновляется. Часы яблоко, да, Apple Watch 7, но не 8. То есть не 8, 8 ультра я, разумеется, куплю, но все будет зависеть от вас. Не забывайте прожать лайк, все-таки это такой контент из разряда того, что вам интересно, я сейчас вам постараюсь ответить. Все подписчики знают, что победить может каждый. Главное, что в основном побеждают подписчики, и этому я рад. Саня, прикупишь 26 сентября Realme GT Neo 3T? Вполне возможно, да. То есть у меня был диалог с Realme, я с ними сильно поругался по этому поводу, и они мне ничего не дадут, но я куплю. Вот. Так что от меня обзора в числе первых вы не увидите, и вряд ли в ближайшее время. То, что на Али покупаю, то и покупаю. Юрий Иванов, спасибо за хороший контент. Огромное спасибо, что зашли. Еще раз повторяюсь, не забывай прожать лайк. Потому что одно из условий, давайте, будет 10 тысяч лайков до 11 ноября под этим стримом. И разыгрываю. Я думаю, это более чем просто. Тем более я буду в течение, получается, 2 месяцев лить на этот стрим для того, чтобы люди прожали. И вполне возможно, даже если мы не наберем, я его разыграю. Но пока давайте так. Громкость будильника проверена, 13-й без сила. Погромче или нет? С нашими поругался или на Али? Дмитрий, с нашими.
с нашими вообще капитально, потому что я считаю, что они меня подставили прямо люто. Прямо вообще люто. И я больше не буду... Ну, как бы... Но это и неплохо. Все, у меня нет никаких контактов ни с какими брендами вообще теперь в России. Ну и как бы и все. Ну и ладно. Дальше окошко сверху можно было побольше сделать. Легко. Вот такое, да? Так вам получше будет? Интересует Huawei Mate 50 Pro. Будет ли он у вас на... Нет, Huawei для меня это мертвые смартфоны. Ими завален Авито, что раскладухами, что еще чем-то. Понятно, что сам монобренд Huawei, который не раз мне писал, разумеется, они молодцы. У них нормальные пиар-компании, они грамотно стелят, но у них нет гуглов. То есть смартфоны, которые стоят так дорого, не имеют права не иметь гуглов. Либо это iOS-система, согласитесь, потому что у Samsung есть гуглы, а у Huawei нету. И у них вот этот Huawei P50 Pro, я его тестировал год назад. То есть они его заново выгрузили. И зачем? И для кого? Саня, пожалуйста, добавь громкость. Хорошо, я добавляю громкость и постараюсь вот так даже говорить. Если вам подойдет, то пишите, что все окей. Так, на микрофон пойдет? Так. Дальше какие еще вопросы? Motorola X30 Pro уже на руках, X30 тоже, значит замутим контакты с брендами в РБ. Брендами в РБ. Я ничего не понял, но окей. Не, никаких контрактов, я говорю, вот это подстава. Я просто тоже думал, что люди норм, а в итоге я не буду даже формулировать, что они хотят. Ну это дичь. И мне все равно. Ну окей, вот такая она в моем понимании дичь. У Huawei хороши аксессуары, а аксессуары просто волшебные, они чуть-чуть урезаны, согласитесь, то есть у них так же, как и у айфонов, бывает, что не хватает функционала. Дальше Oppo Watch 4 Pro будет на обзор, годный девайс, думаю брать сейчас, скидка 20%. Саня, привет из Минска, привет всем, не забываем прожать лайк, напоминаю, что до 11.11 мы набираем 10 тысяч лайков. Если раньше, то я разыгрываю iPhone 14 раньше. Условия, разумеется, будет в ролике. В iPhone квадрат висит, потому что я вот это вот делаю. Сейчас восстанавливаю. И когда я его... Все, вот сейчас я его буду подключать, вы увидите уже все, что здесь есть в менюхе. Вот, видите, зарядочка, все по фэншую. Все, как вам рассказывали, заманухи. Welcome. Так. Что нам интересно посмотреть? Давайте начнем. Так, подождите, я сейчас удалю все. Удалить приложение. И удалю какие-то темы из разряда телеги и всего остального. Потом восстановлю, а сейчас пока они вам не нужны. Мы можем сейчас засечь, допустим, за сколько по времени включается... ну все, здесь нет ничего. За какое время? 92%. Ну ладно, пока на зарядке давайте. Пока на зарядке, за какое время, допустим, включится у нас Genshin. Активируется. Если его не надо заново будет сейчас скачать. Хотя, по идее, не надо. Lenovo Y90 не будет, скорее всего, потому что я замучился продавать Lenovo. Ну, может быть, я куплю, но это прям овер дорого в моем понимании. Я не знаю. Так, все. Придется мне вбивать пароли самому, а потом вам уже показывать. Я почему-то думал, что все будет. Что все будет в огне. А он все время... Готово. Сейчас я войду. Подтверждение. И потом мне на мыло еще придет. Мы сейчас как раз оценим, за какое время у нас Genshin запустится. Я вообще хотел распаковать на стриме, но потом подумал как раз, что будет такой головняк. И в течение 3 часов мы с вами благополучным образом... Вот, понеслась. А теперь самое интересное. Смотрите, здесь скачивать нужно всего 5 гигабайт. И скорость, к слову, ну не космос. То есть у меня гигабитный интернет. Чтобы вы понимали, качает обычно все не от яблока 32 мегабайта в секунду. Вот это килобайты у нас 14 сейчас. Ну окей, мы сейчас посмотрим, на какую температуру мы можем рассчитывать, если это все дело будет качаться. Ну как-то прыгает скорость прям вообще конкретным образом, не должна прыгать. Посмотрим. Как раз в режиме реального времени. Давайте на зарядке все это будем делать, окей? Да непонятно, что изменилось особо. Да по большому счету не изменилось вообще ничего. И честный фил, да все здесь. А почему нет? Не забываем прожать лайк. 10 тысяч лайков. iPhone 14 разыгрываем сразу. Ну, я имею в виду, как только наберем. А если не наберем, ну, наверное, все равно 11.11 мы все это будем делать. Сане нужен топ телефонов, у которых есть мини-джек.
Ну, посмотрим. Я не обещаю, потому что их слишком мало. На Али брал, Виталик нет. Зависло. Что именно зависло, не вижу что. Вопрос не по стриму. Xiaomi Mi 5 Pro. Будет ли глобалка? Почитав ОПДА, кажется, обычную глобалку без шаманства. 16 числа обещали? 16 сентября пришло, не помню, чтобы они анонсировали. Анонсируют, сообщу. Привет, подскажи, пожалуйста, какой смарт по видео съемки в 2022 году в топе? Топ-10 смартфонов для видеосъемки на канале на стриме был. Не забываем прожать лайк. Тестируем iPhone 14 Pro. И пока он не показывает никаких топовых результатов, напоминаю, что у меня в среднем Genshin на андроиде качает со скоростью 32 мегабайта в секунду. Это дело качает сейчас со скоростью от 7 до 12. Саня, как твой взгляд между двух 13 Pro и 14 Pro? Дмитрий, если у вас есть вариант купить 14 Pro, почему нет? Я Genshin на ПК качал часов 12, 100 мегабитный интернет. Звук ужасный, Кирилл. Ну, соляви, опять же, смотря в чем. Потому что мне народ пишет, что звук более-менее. Вполне возможно, что я могу исправить, в принципе, этого. Только у вас подвисает. У меня ничего не подвисает, у меня ничего не глючит, и звук по мне... Фил, напиши, как там. Будет ли обзор на OnePlus 10T? Да, он у меня уже на руках. Но ввиду того, что iPhone пришел первым... Вы, кстати, можете засечь, за какое время это все дело будет. Народ, подскажите, как отвечать конкретно человеку. Честный Фил, не знаю, пробуй. Дальше подскажи, смарт без вырезов, выдвижная фронталка. OnePlus 7T Pro или все, на салазках я больше не помню ничего. Григорий, спасибо, потому что это Blue, и я понимаю, что я без подключения к аудиокарте. Но... В целом, спасибо еще раз огромное всем, кто пришел. Не забываем прожать лайк, 500 человек. И как-то мы не нагнали еще ничего, чтобы можно было сказать 10 тысяч лайков, и все, разыгрываем. Сегодня наберем 10 тысяч лайков за эти несколько часов, а я думаю, все равно рано или поздно придет активная аудитория, дети, подростки. Разыграю сегодня iPhone 14. Ну, единственное, да, вам придется тогда подождать, мне неделю придется его поискать, потому что, как вы понимаете, эти все дела быстро раскупают, а в основном сейчас на Авито продают не 14 iPhone, а как раз 14 Pro и 14 Pro Max, потому что там можно ставить 200+. Санек, есть ли смысл обновлять 13 на 14 Pro? Фото не играет роли. Тогда нет. Звук отличный, видео тоже. Юрий, огромное спасибо, что пришли. Всем огромное спасибо, что пришли. Еще раз, я не являюсь фанатом яблока. Вот это дело у меня iPhone 13 Pro Max. Глядя вам в глаза, даже играя, сбрасывает практически моментально яркость. Буду тестировать его на Геншине, увидите. Вообще моментально сбрасывает. Это раз. Минус огромный. Минус номер 2, прям очень серьезный. Это то, что очень быстро забивается память. Реально быстро, но черт с ним, так у многих. Минус 3. Даже Telegram лагает. Вы понимаете, что я постоянно нахожусь в телефонах, то есть я не выползаю из них. Особенно как бы телега, логично. И даже телега здесь лагает. Я понимаю, что люди, которые, вот, допустим, сегодня я спорил с товарищем, у кого iPhone 12, и он прям топит за это дело. Он такой, вот, айфоны лучше всех. Я пробовал TS22 Ultra, допустим? Нет. OnePlus 10 Pro? Нет. Но человек говорит, что вот iPhone, по его мнению, лучше. Я не скажу, что он лучше, он имеет свои минусы. У него лучший автофокус и лучшая система, чтобы ты записал и выгрузил и вообще не беспокоился. То есть то, как он работает с YouTube, запрещенной сетью Инста и всем подобным, лучше не работает никто. Еще сам с более-менее. И автофокус у него самый классный. Вот я говорю, как человек, который снимает на это все дело ролики. Не забываем прожать лайк. Еще раз, 10 тысяч лайков сегодня. Разыгрываем iPhone 14 сегодня. Не сегодня, 11.11. Или как только наберется. Какие смарт-часы под iPhone лучше взять, кроме Apple Watch? Никакие. Mi Band 6 купите или 7. Телега каким образом лагает? Просто подвисает. Кстати, на Poco F3 подвисает почти все. Народ, кто забыл поставить лайк, закрываем чат и ждем. Дальше, что у нас еще? Почти уже скачался Genshin, но это позорище. 13.8, вот 16 уже. То есть гигабитный интернет это дело не может воспринимать. Это, конечно, печально, но факт. К сожалению, он пользоваться моим гигабитным интернетом не способен. То есть он в 2 раза медленнее качает, чем любой флагман не от яблока. Мы это выяснили первым. Второе, что мы выяснили, вы можете посмотреть уже на канале в
шортсах у меня есть то, каким образом я топил его. Я топил этот смарт, он выжил, потом он глючил, у него не включался экран, я его активировал, получается, через карту захвата. На лайв-канале есть шортс про то, что он не работает. И следующий момент, серьезный достаточно, это распаковка, конечно же. Посмотрите начало. Я его купил на Садовой, как в старые добрые времена. Кто древний, тот поймет. Было, ну, как вы понимаете, высока вероятность того, что я потеряю несколько сотен тысяч, но мне повезло с продавцом. F3 как ракета, огонь, что ты, через 3 месяца лагает, это так прям, ух! Но еще больше лагает Lenovo, Motorola, поэтому... Все хорошо, что хорошо заканчивается. Не могу обновить до 12-го андроида с кислородом, печаль. Ну, соляви. Не забываем прожать лайк, все, кто приходит. Еще раз напоминаю, что 5 мивендов 6 серии разыгрываются ежемесячно. За лайк, подписку и комментарий к любому видео здесь тоже считается. И второй момент, разумеется, мы разыграем iPhone 14 с вами, как только здесь наберется 10 тысяч лайков, либо 11-11. Даже если не наберется, наверное, разыграю. Но не факт. Так что все зависит от вас. У меня еще нет iPhone 14, но я его обязательно куплю. Те, кто подписчики, те в курсе. Начинаю путешествие. Ей! И, по-моему, это дело прям конкретным образом уже у меня сбросило яркость. Ну вот давайте попробуем. Посмотрим. Пароли есть. Так. Подождите. Давайте-ка посмотрим мы яркость. Да, максимальная. То есть он сбросил яркость. Чтобы вы понимали, 125 кандел запомнили. Я понимаю, что нужно тестировать в ночи и во всем остальном, но вот здесь максимальная яркость, которая меньше, чем у него. И, разумеется, вот, допустим, так. Люксы, давайте в кандел на метр квадратный. Здесь 212, здесь у нас 26, 27. Когда он восстановит яркость, это вопрос, он перегрелся. То есть та же самая беда, что и у iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max. Когда вы начинаете играть, iPhone просто начинает перегреваться. Может быть, потому что он одновременно на зарядке. Но, к слову, он сейчас потерял заряд. То есть я одновременно с него, получается, вывожу картинку и заряжаю. И он потерял, пока скачивал Genshin, 10%. Ну, не 10, 7. 97% у него, по-моему, было. Разрешаю все. Подтверждаю все. Пусть качает. Пусть встает. Ну что, попытаться без карты захвата, это вообще неинтересно, правда? Дальше участвую топ-стрим. Спасибо большое. Ну вот это и есть, понимаете? Вот сейчас я при вас тестирую. Вот мой подход. То есть достаточно просто посидеть 5-6 часов, понятно с ним походить, понятно проверить GPS, понятно я покажу вам, как он снимает. Киноэффект 4К 30 FPS это круто, но зарядка у него днище относительно 200 Вт, у IQ 10 Pro обзор уже на канале. У него днище получается, скорость скачивания, в него нереально играть, то есть сразу сбрасывается яркость. И это не только он, это 13 Pro Max тоже, вот. И 13 Pro. На 13 Pro Max не было обзора, у меня будет. На 13 Pro это чтобы вы не думали, что вот я с айфоном. Я с айфоном, потому что он дороже всех сейчас. Ну и потому что это не, окей, можно было бы купить Honor Ultra и потом ходить с гордым видом и говорить, что вот у меня самый дорогой на планете телефон. Ну, вы поняли мою позицию. Лучший подход, спасибо, Дмитрий. Я зато уверен, что все, у кого ищущий, критичный мозг, то, что я говорю, может быть неправдой. Вы вот то, что видите сейчас, вы видите. В этом-то и смысл. Я могу красивую картинку, то есть разумнее мне бы было сегодня запилить обзор и завтра его выгрузить. Но нет. Вот так оно будет теперь. Супер топовый. Вот это топовый девайс. Если вы поддержите, напишите в комментах «продолжай». Я понимаю, что это мучительно, долго, неприятно, есть какие-то минусы, но мы с вами вместе можем найти плюсы и минусы в режиме реального времени. Вот он, супер новый смартфон. Вот все он хочет, все, совсем я согласен. Так, 5 секунд. Я подберу аккаунт, с чем я буду заходить, и потом мы с вами продолжим. Дальше, Сань, привет, огромный вопрос есть. Есть ли смысл менять обычный Realme GT? Так, ну вот все, со всеми условиями начать. На что? Продолжай. Еще раз, я не собираюсь сейчас никоим образом что-то там консультировать. Так, польза. А почему? У меня, получается, сбросился. Ну и ладно, он с другого аккаунта я заходил. Польза.
667. Так, подтвердить и подтвердить. Все, он сейчас накачает всего чего. И мы с вами... Так, ну давайте не female хотя бы. Окей, подтвердить. Подтвердить. Опытный. Пропустить. 4 пальца. Выбрать. Сейчас я настройки все возьму. Для чего я это делаю? Я сейчас просто скачаю все, что надо. И потом мы с вами подождем. Это дело потерпит. Почему? Потому что если оно не потерпит, то благополучным образом произойдет одна большая печаль. Мы с вами не узнаем, на какой минуте он перестает быть тусклым. Точнее, он начинает быть тусклым. Мы дадим ему отдохнуть чуть-чуть. Мы все сейчас закроем. И он отдохнет. И после того, как он отдохнет, мы сейчас его поизмеряем. Проверим, сколько у него процент. Мы уже часик погоняем его в одной теме, потом в другой теме. И давайте Antutu, наверное, скачаю на него. Так, толщина с блоком камер, да, металлом 12 миллиметров, без блока камер 7,9 миллиметров, давайте вот так, 7,9 и 12,1. Высота 13 Pro, металл 147 и ширина 71,5. Правда будет розыгрыш? Нет, неправда, Мира. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, 10 тысяч лайков я все разыгрываю сразу. Нет, 11.11 99%, что я все равно разыграю. Вы и так в курсе. Кстати, на канале еще разыгрывается OnePlus Nord SE. Nord N20 SE. Вот. Так что, если хотите, присоединяйтесь к розыгрышу. Так, еще World of Tanks я скачаю. Для интереса. Спасибо большое, мне утром надо на работу, завтра посмотрю, надеюсь. Но мы будем его мучить долго. Дальше, что слышно по поводу Black Shark 5S и 5S Pro? Понятия не имею. Вообще не в курсе этого дела всего был, теперь в курсе. Супер, как кино, как кино. Леонид, режим, да, онлайн такой стратегии, когда у нас 14 Pro, у которого уже новый процессор, суперский экран, мне он реально нравится, но яркость он сбрасывает до такой степени, что смысла от него просто, прямо скажем, 0. Но это не важно, почему? Потому что... Так, отменить, подождите-ка. Давайте-ка я сейчас... Пароли. Войду в пароли. А чего он не хочет? Пароли. Танки. Нету. Танков нет в паролях. Ладно. Автозаполнение пытаюсь сделать в Tanks, но не получается. Сейчас я попробую, как я делал. Если не получится, значит не судьба. То будем новым аккаунтом, но это, конечно, печально. Может быть так. Надо, наверное, было бы зарядить на 100%, но это не вариант, мне кажется, что это просто... Все, подключение идет. Сейчас он скачает все танки. Доброй ночи, подскажите, что брать до 40 тысяч рублей. Это не ТЗ, посмотрите мой стрим по поводу... Так, стоп. Угу. Не хочет. Окей. Давайте через iPhone зайду и все равно. Все равно есть какой-то аккаунт, правильно? Фил, дальше. Саня, что там с весом в 14 Pro? 300 грамм есть? Нет, нету. Вот он вес. 208. И все. Но это не Pro Max. Это Pro. Так, вы не видите. Вы не видите? Вот он. Извините. Вот, 208,2 грамма. Размеры мы уже посмотрели. Дальше я унижен и оскорблен. Ты за Android топишь, а сам весь в яблоках. Это очень забавно, потому что, еще раз повторяюсь, что я раскрываю косяки яблок. Наверное, один из немногих. Нет? Когда будет обзор на Huawei Mate 50 Pro? Когда у них Google сервисы появятся, тогда я заинтересуюсь Huawei Mate 50 Pro. А пока мне он вообще никак не интересен. Я думаю, что вам тоже. Ace лучше в играх, лучше Ширик. Ace лучше в играх. Дальше. Стоит ли ждать Анкера КС-45? Очень дорого стоит. Я купил Анкера за Q35 за 10 800, это перебор.
Вы ощущаете, как долго думает это все дело с гигабитным интернетом? Я могу предположить, что проблема в самой игре, но что-то мне кажется... Что-то мне кажется, что дело было не в бобине. Ладно. Последняя попытка. Если нет, то танки мы оставляем на сегодня. Не будем в них тестировать ничего. Всем, кто не в курсе, мы сегодня тестируем смартфон под названием iPhone 14 Pro. Наша миссия выяснить, в чем у него минусы. Мы их уже достаточно много нашли. Он сбрасывает яркость, он после утопления не хочет работать. У меня он уже погибал. И он глючит при переносе информации с 13 Pro Max. У меня была проблема на 13 Pro. И последний шанс, если через яблочный продолжить. Аккаунт зайдет. Да, все. Со второго раза он зашел. Со второго раза он спросил и... Ага. Так, это не мой аккаунт. Ну и тогда в топку. Тогда в топку может быть еще последний шанс. Самый последний шанс. Потому что все равно надо тестировать раз, два, три, четыре. Ну, хотя не обязательно. Правильно. Есть тут танкисты? В танке тестировать его или нет? А дальше, вы правы, мне очень интересен Huawei P50 Pro, думаю, я не одинок. Я уверен, что вы не одиноки. Но магия в том, что я считаю, что про телефон должен рассказывать тот, кто либо готов его купить, либо купил. Вот я в основном покупаю смартфоны. И я знаю, что потом за проблему у меня, если я куплю Huawei, я потеряю минимум 25% стоимости. Ради чего? То есть их, ну, как бы, я сейчас еще на пальцах объясню. Если вы на супер огромных каналах, я думаю, вы понимаете, о ком я, видите какой-то девайс и какой-то бренд, значит, этот бренд плохо продается. Ему приходится покупать очень дорогую рекламу. И Huawei кое-где очень много. Но это все мои домыслы, разумеется. Так, яркость он вернул. Яркость он вернул, отдохнул, и мы сейчас видим 88%, вы видите? А мы сейчас вот так увидите вы, 88%. За много, Иван, за очень много денег, я думаю, что вы догадываетесь ввиду того, что я нахожусь на территории Российской Федерации и сейчас его тестирую. Не забудьте прожать лайк, давайте хотя бы 1000 набьем, все-таки расходы были большие, и все-таки iPhone 14 будет разыгран. Я думаю, уже достаточно все это дело, 20 минут. Кто досмотрел, тот молодец. Так вот, iPhone 14, условие будет простое. Подписаться на телеграм-канал скидок, в описании ссылка, поставить лайк этому ролику и написать в комментах, чем вам понравился или не понравился iPhone 14 Pro. Вот, а с телеграм-канал пусть у вас будет в описании к каналу. То есть, ну, чтобы я проверил, что вы на телегу подписаны, в описании вашего канала должна быть телега. Либо в этом же комментарии можете указать. Все очень просто. То есть, отвечайте на вопрос, чем вам понравился iPhone, подписывайтесь на этот канал, на лайв-канал и на телеграм-канал скидок. Вот. И вы автоматически в айфонах 14 в одном 11 я разыграю. Если раньше наберем, получается, 10 тысяч лайков, то разыграю раньше. Я думаю, это реально, потому что сейчас это дело будет тангонироваться, я буду с основного ролика лить сюда, и учитывая, что мы уже набрали 636 лайков, проблема набрать больше лайков для того, чтобы его разыграть, не будет никакой. Есть у меня ролики, такие же заряженные. Так, вы видите сейчас экран. Какие у вас вопросы по менюхе? Давайте вот начнем поступательно. Ничего здесь нового, вот лично для меня, нету. То есть все то же самое. Я, получается, 13 Pro Max обновил. И по большому счету здесь ползать. Вот какие здесь особенности, я уже говорю. 120 Гц, в курсе. Здесь есть киношный режим. Вот это дело мы, кстати, с вами проверим. Давайте-ка мы проверим, как долго смарт может снимать. Получается максимум 4К 60 FPS, да ладно. Так, а киноэффект... В 4К 30 FPS он может, и 24 FPS. То есть, подождите, 8К он не снимает? Он не снимает 8К. Я не смотрю презентации принципиально, к слову. Окей, 4К 60 FPS, 87% заряда. Засекаю время, и вот это вот все дело пишет, получается... Мы сейчас посмотрим, как долго он будет
все это дело писать. Давайте 30 минут засечем. И сколько он потратит заряда. 87% у нас было. 87%. Так, сброс. Стоп, сброс. Все, понеслась. И можно... Ну, я не буду подключать, потому что если вы подключите, опять же, яблоко к чему-то там, то логично, что оно будет поедать больше заряда, и поэтому не будем ничего делать. 14 Pro понравился своим Dynamic Island и не понравился перегревом. За такие деньги, конечно, позор. Но это факт. То есть вот реальность при вас. Вот он сейчас. У 13 Pro Max такая же история, ничего не меняется в этом мире, лично для меня. Для вас, может быть, что-то поменялось. Сейчас я 87%. Кто-нибудь запомнит? Давайте я запомню. 87%. И сколько он съест за полчаса? Или за час? Давайте за час. Нет, давайте за пол, и примерно это будет понятно. В 4К 60 FPS многие снимают. 30 минут совершенно реальная съемка, и вполне возможно вам она понадобится чисто технически. И потом киноэффекте тоже 15 минут снимем, посмотрим, перегреется он или нет, и есть ли ограничения. Дальше, как основной телефон и почему? Кто твой основной? iPhone 13 Pro Max и Poco F3. Poco F3, потому что он мне не нравится, и я мучаю себя, официально заявляю. Датчик приближения все еще глючит, смарт все еще глючит, но экосистема норм. iPhone, потому что на него проще всего снимать ролики. То есть для YouTube проще, чем на iPhone. Для моего контента нет ничего. Хотя, с другой стороны, вот сейчас я снимаю на камеру, и я покупаю Sony FX3 во вторник за, как вы понимаете, тоже космос деньги, чтобы продолжать в ней разбираться и говорить потом на стриме. А я стримлю на 720p с Sony FX3. И как бы у меня нет моральных проблем. Маркетинг 4К с головой, 8К не нужно. TGR, окей. Окей, вы понимаете, что просто это я сегодня рассуждал только со знакомым. В плане чего? В плане того, что есть, допустим, человек, который смотрит контент. И очень много людей, ну, мне кажется, что там все смотрят в 4К. Потом оказывается по стати, что в HD. Оказывается, что не просто в HD, а в 30 FPS. То есть, по большому счету, все, что мы снимаем, кто-то смотрит в 30, но 1% включает на телеках. И поверьте мне, вот эти телеки с 8К, они уже существуют. И завтра, послезавтра гигабитный интернет — это уже реальность. Качественное видео — это реальность. Это не фотографии, там, не знаю, размером с дом. Но людей, которые видят эти пиксели, я сам был из тех, кому Full HD просто вот за глаза. Но сегодня другой мир. И запас всегда хорошо. То есть, если вы видите OnePlus 9 Pro 4К 120 FPS, на нем, ну, на него тоже у меня идет на YouTube подсъем. То есть на него классно снимать. Да, потому что ты в итоге получаешь типа слоумо. Но по факту, ну, те, кто монтирует, они поймут. Да, это не контент какого-то там киношного вида, но вот примерно плюс-минус. Олег, привет вам. Не забываем прожать лайк, хотя бы 1000 лайков за то, что мы ночью собрались. И напоминаю, что iPhone 14, лайк здесь, 2 подписки, подписка на телегу и в комментах потом, чем вам понравился или не понравился iPhone 14 Pro. Так как розыгрыш? Как ты даешь коммент, если стрим, а не ролик? Влад, потому что стрим сохранится, и люди будут писать комментарии. Я еще раз повторяюсь, да, мой канал рассчитан не на то, чтобы прибежали дети, написали 1000 комментариев и убежали, пришли через месяц. Нет, мой контент рассчитан на то, что люди, которые меня смотрят, имеют больше шансов. Поэтому кто-то за несколько лет там 2 раза выигрывал. У меня есть человек, который там 4 раза выигрывал. И они меня смотрят, они и разгоняют мой канал. Это мои подписчики. Я заинтересован, чтобы мои подписчики выиграли. Условия довольно просты. 99% их не выполнят. Поэтому, да, вот так. В данный момент 1080p 60 FPS. И это более чем достаточно. Поверьте мне. Дальше, как оцениваешь камеру Vivo X80 Pro? Супер, мега цвет, блеск, красота. Если бы не автофокус, который у айфона по моим меркам лучше, то я бы сказал, что Vivo X80 Pro лучшее во всем. Но автофокус лучше у айфона, мое мнение. Оставлять в публичный доступ телегу такой себе лим вас никто не заставляет. Вас даже смотреть никто не заставляет. Я безумно рад всем моим подписчикам. Огромное спасибо, что вы смотрите.
если вы какой-то супер популярный человек, я не знаю, я вроде бы, ну, суммарно имею со всех каналов около 4 миллионов просмотров в месяц. Я никто и звать меня никак. То есть там меня раз в месяц кто-то узнает на улице и все. Если вы еще более медийная личность, ну хорошо. Что с айфоном, утонул? Нет, вон он лежит, реанимировал я его через карту захвата. Супер, жду Pixel 7 Pro. Ну, если у меня на него хватит денег и останется, то да. А как сделать, чтобы в телеге была видна группа твоя? Я вообще не понял вопроса, но ладно. Дальше, ну, я блок 65 ватт втыкну в переходник, нашу вилку, потом удлинитель, скорость сильно упадет. Еще раз. В удлинитель не имеет значения, имеет значение. Сейчас я вам покажу приблуду, которой я пользуюсь. Стоит такая штука 600 рублей. Вы узнаете, сколько ватт выдает конкретно ваша зарядка. Но прикол в том, что вам будет казаться, что окей, вам необходимы эти там 200 ватт в IQOO 10 Pro, допустим, 200 ватт. Но магия в том, что он заряжает при 190 ваттах только 4 минуты. А после этих 4 минут этот благополучный смартфон начинает заряжаться при 67 ваттах. Хотя зарядка у него 200 ватт. И барабанная дробь, да, он за 5 минут, получается, да, набирает 50%. Но потом еще 50 он забирает уже за 11. То есть никаких 11 минут там нет. И то раз на раз не приходится, я вам скажу. Саня, по твоему мнению, Android или iOS? Смотря для чего. То есть если у вас много-много денег, вот, допустим, видите, у меня стоит коробка из-под MacBook. На него тоже обзора не было обзора на соневский телевизор, на котором я также смотрю YouTube. И изредка играю в плойку раз в 5 месяцев. Точнее, играл вообще, честно, один раз. Хотя купил плойку и купил под нее телек для того, чтобы играть. Но времени нет и ничего в этом критичного нет. Сейчас я напоминаю, что мы тестируем iPhone 14 Pro на съемку в 4К, 30 минут, 87% у него было. Примерно мы прикинем, сколько он поедает за час, и все. Я недавно подошел, 120 Гц сбрасывает. Он не просто сбрасывает 120, он яркость экрана сбрасывает практически сразу в игре, и все. Все как всегда. По поводу 120 Гц не проверял пока. Дальше цена кусается, учитывая, что по дизайну, камере, железу можно андроиды получше посмотреть. Пока единственное, чему откровенно завидую яблокам, это экосистема. Опять же, у меня user experience. Это дело все равно подвисает. Вот, допустим, сегодня я купил 14 Pro. И вот он 13 Pro Max. И я беру эти два смарта и начинаю перекидывать информацию с одного на другой. Проходит 2 с лишним часа, это все дело зависает, я заново это все дело запускаю, и после того, как я запускаю заново, окей, все проходит 10 минут, но может быть потому, что я топил 14 Pro, может быть нет, экран на 14 Pro гаснет, у меня паника, потому что я обещал стрим, я подключаю все это через карту захвата, активирую, и у меня получается, то есть мне везет, телефон загружается. Сейчас я имею возможность все это дело стримить. То есть топить его точно не стоит, логично. И это раз. А два, даже когда у вас вроде бы вот аппарат, когда ты берешь Android любой и другой Android, у тебя проблем со скидыванием нет информации. Здесь у меня была проблема. Мне так не везет, я такой рукожоп. Но я скидывал в телегу фотографии, видео, я ничего такого не делал. Они постоянно лежали рядом. Они просто не скидывали инфу и все. Дальше, Саня, телек... Можешь побольше экран смарта сделать. Экран смарта на данный момент только здесь. Я его специально не подключал к карте захвата, потому что карту захвата он будет через нее еще терять, вполне возможно, на вывод изображения энергию. А мы сейчас хотим чистый тест. 30 минут съемки в 4К, сколько будет весить файл в 4К 60 FPS, перегреется ли он, насколько он нагреется и самое важное, насколько он разрядится. Потому что вот, допустим, мне это важно, многим нет. И как многие, кстати, сказали, подождите. Да, пахнет почему-то палененьким. Я видел это в одном из роликов, по-моему, даже у русскоязычного блогера. Видите? То есть это насчет он не греется. Я говорю, вот как я тестирую девайсы. Вот ничего, вообще никаких... Мозга у меня нет. Я 20 лет был зеленым человечком, мой мозг отключен напрочь. У всего должны быть доказательства. То есть ты что-то говоришь, ты сделал, проверил и сказал. И у тебя уже все. Вот все.
И вот я сейчас сделал, проверил, расскажу, и просто единственное, это будет в онлайне. Не забываем прожать лайк, наберем 1000 лайков, огромное вам будет спасибо, а если не наберем, все равно спасибо. Все-таки контент интересный, я считаю. Надеюсь, что 10 тысяч лайков мы наберем раньше, чем наступит 11.11, и я разыграю iPhone 14 уже по приведенным выше условиям. На ZTE Axon 40 Ultra однозначно обзора не будет. ZTE, который я тестировал, это была вот эта вот штучка великолепная, которая сбросила экран как шлакоблок, хотя это супер-мега игровой смартфон. На лайве есть запись, можете посмотреть, я стримлю на Твиче, специально проверяю игровые, не только смартфоны, как они могут. Вот это не может. Это шлак. Если это шлак, будучи игровым смартфоном, сбрасывает яркость так же, как iPhone, в отличие от рогов, Black Shark'ов и даже Xiaomi-шек, которые я недолюбливаю, но Realme, разумеется, я долюбливаю. Black Shark'и, понятно, что это тоже Xiaomi, но вот это Red Magic шлак, Lenovo шлак. И это мой мир, в котором я тестирую девайсы. У вас вы можете играть как-то по-другому. Вы можете дышать льдом на нее. Вам может быть хватать там, не знаю, 200 кандел. Я люблю яркие экраны. Я не считаю, что смартфон с дырками, они это делают, понимаете? В моем мире, так же как и в вашем, не делают топовые девайсы с дырками. То есть никто из супербрендов, Samsung супербренд, Huawei супербренд, Xiaomi, согласитесь, уже тоже супербренд. Realme, Vivo, IQO. Это все супербренды. Они имеют большое количество рынка. А самое главное, вы любите смотреть YouTube. Хорошо, вы доверяете кому-то, не мне. Посмотрите, с чем они ходят. Назовите мне одного топового блогера, любого, которого там в России. Вот, ну не знаю, у ZTE есть деньги, они по-любому покупают. Купили, чтобы он с этим делом ходил. Все вам говорят, более-менее Motorola, более-менее Motorola, более-менее Lenovo, и более-менее они говорят еще ZTE как раз. Но никто с ним не ходит. Никто. То есть, когда у тебя есть возможность с чем-то ходить, ты ходишь с Xiaomi, ты ходишь с BBK, или с Яблоком, или с Samsung, или с Huawei. То есть все это бренды А. ZTE это не бренд А. Вы можете Axon, окей, я просто знаю, что как только у меня появится этот смарт в руках, так же как Red Magic, вот окей, хороший игровой смарт. Для кого? Не для меня. Для меня игровой смарт не может сбрасывать экран. Вот это тоже не игровой смарт, он сразу сбрасывает экран. Но он и не подразумевает. MLBB, ну вот вам яркий пример, то есть у блогера есть возможность покупать другую, разную технику. Вы можете найти мне блогера, я знаю, кто ходит с OnePlus, я сам ходил с OnePlus, я знаю многих с Samsung, с Huawei, все эти техноблогеры, с Яблоком. И это не контрактная тема, то есть они не такие большие, они не миллионники, там 300-миллион, вот так. Но кто ходит в ZTE из людей, которые в теме долго, я не знаю. И Motorola я не знаю. Ну, логично, что кто-то их продает, и это выгодно, на них бешеная маржа. Те, кто умеют смотреть в Китае цены, посмотрите, почем их толкают. И опять же, многие могут сказать, как мне многие говорили, общался, что вот, я тестировал 3-4 дня, вообще волшебный смарт, неделю. Потом ты считаешь, что у него за год этих смартов под 100-150, ты думаешь, где-то 4 дня. Ну, неважно все это, но это разная математика у всех, и по-разному все гоняют. Но матрица в другом. Матрица в том, что он все равно не выбирает как основной телефон вот эти бренды, и все. ZTE только смеяться над вырезом iPhone может. Ну, вполне, да. Что-то у меня я же завис. Realme GT Neo 3 вышла глобалка. Я завтра сделаю на нее обзор. Обзор кроссовок давно не было. Не было у Xiaomi новых кроссов. Саня, думаю выбрать Realme GT 2 Pro либо OnePlus 10 Pro. Я бы взял 10 Pro. Но это я. 15 минут уже почти отыграл. Я заново запустил стрим. Да, главное не слетел, не забываем прожать лайк. Огромное всем спасибо тем, кто пришел. Если все это дело не зависнет, будет круто. Пока все тянет, и это хорошо. Интересно брать ли Samsung Galaxy Watch 4 14 мм за 12 тысяч? Не знаю. Давайте не на этой теме, а сегодня обсуждаем все-таки больше яблоко. Мы сейчас ждем это дело. Еще раз напоминаю, если вдруг стрим оборвется на моменте, что я его не топил, я его уже топил. На основном канале есть ролик с тем делом, когда я его топлю.
И он набрал уже, сейчас я вам скажу, немного, 5000, меньше 5000. Распаковка притом набрала больше. Ну ладно. Да, распаковка набрала 7300. Доставка в случае выигрыша будет по всему СНГ, за сколько и где брал iPhone. Доставка будет только туда, куда я могу отправить. И учитывая ваш флаг, скорее всего, нет, не смогу. То есть, да, наверное, только туда, куда я смогу отправить яблоко. Саня, а как ты думаешь, где лучше камера? В S21FE, Mi 11T Pro, Mi 12X, OnePlus 9RT? Основная в S21FE для меня. Уже пишу 4-й раз. Добрый вечер. Подскажите, что выбрать? Samsung S22, 22 Ultra или 13 Pro? Игорек, еще раз, у меня есть стрим на канале топ-10 смартфонов и 30 вещей, на которые нужно обратить внимание, когда вы эти смартфоны покупаете. Если S22 Ultra будет... Чтобы я из этого всего выбрал как основной смарт, если у меня нет iPad, MacBook и яблочных прибамбасов, то однозначно S22 Ultra. Потому что сейчас ценник на него жир. Вы можете очень-очень выгодно его купить. Игровой смарт только актуальные и доступные варианты. Игровой смарт Black Shark 5 самый доступный и актуальный вариант. Как правильно искать товар на Али? Подписывайтесь на мой телеграм-канал скидок и все. Твое мнение по поводу OnePlus Ace Pro. Как, кстати, правильно искать на Али? Опять же, вы кликаете на любую ссылку, и потом у вас внизу будут еще варианты. Но, наверное, я сделаю все-таки стрим по этому поводу на 11.11. Потому что я уже делал. Для розыгрыша напоминаю подписаться на этот канал, на лайв-канал, на телеграм-канал скидок и в комментарии указать, чем вам понравился или не понравился iPhone 14 Pro, плюс написать либо свой ник в телеге, чтобы я проверил, что вы подписаны на телеграм-канал скидок, либо в описании к своему каналу указать свою телегу. Можете русским языком. То есть, если будете на стриме, там уже разберемся. Вы не устали от тупых вопросов, что взять? Олег, это не тупой вопрос. Люди приходят, их 500 человек, если вы служили где-нибудь в любой из армий мира, вы примерно представляете, что такое 600 человек. Это много. Это реально много. Огромное спасибо всем, кто пришел. Все, кто участвует в розыгрыше, не участвуют, и в основном, наверное, те, кому интересен iPhone. Напоминаю, что это дело 14 Pro также сбрасывает яркость очень быстро. Напоминаю, что это дело у меня глючило уже, и я скидывал на лайв-канале то, как он у меня погиб на какое-то время. Напоминаю, что это дело при одновременном стриминге через карту захвата и зарядки. То есть я его одновременно заряжал и стримил, он разряжался. То есть он разряжался, если вы планируете стримить, как показывают, вы подключаете iPhone и потом одновременно стримите, он у вас одновременно заряжается и стримит. Здесь это дело не пройдет, он будет разряжаться быстрее. Дальше мне очень понравились часы, которые ты делал обзором. Amazfit GTS 4 Mini. Как думаешь, брать их или подождать Amazfit GTS 4? Можно всегда ждать новых часов, всегда. Топить его еще раз буду, сразу говорю. Пишу с Mi 11 Ultra, сравнивал его с iPhone 13 Pro. Мне больше мой телефон понравился. Весельчак, вы не пилите контент. У iPhone 13 Pro намного лучше стабилизации. Если вы закинете, опять же, файлы с 13 Pro из Mi 11 Ultra в Premiere, отрендерите все это дело в любом формате, в любой кодировке, то на выхлопе вы получите картинку у iPhone 13 Pro лучше для того, чтобы выгрузить ее на YouTube и еще куда-то. Потому что можно долго и упорно рассматривать пиксели, как я сегодня спорил как раз вчера, точнее с Игорем, своим оператором, по поводу необходимости покупать Sony FX3. Ну, кто в теме, то понимает, там 300 плюс камера по цене. Ну, 440, ну, проще говоря, я вообще снимать не умею, но я покупаю эту камеру для того, чтобы потом сравнивать ее, на штатив вешать, получается, внизу телефон, и сравнивать вот в начале. Вы видите картинку на сборку, допустим, за 350 тысяч, и видите картинку, там 400-450, и видите картинку на телефон за там 50 тысяч. Вы увидите разницу? Я вам спойлерну, большинство не увидит. Конечно, если им сказать, что вот это вот стоит дорого, киношное, это нет. Но вы не учитываете, на чем они смотрят и в каком качестве. Вы сами, когда ходите, вот я живу в Петербурге, я смотрю в 4К в онлайне
Не дома что-то. Нет. 1080p максимум 60 FPS. Это предел. Саня, хочу сказать спасибо. Благодаря тебе Xiaomi S1 за 799 взял. Дмитрий, я этому безумно рад. Не забываем прожать лайк. Я, кстати, сейчас посмотрю, если кто-то в Donations мне что-то кинул. А я что-то как-то туплю, потому что мне в личку уже написали. То огромное вам спасибо. Вы компенсируете как-то iPhone 14 чисто технически. Но не факт. Да не, по-моему... Хотя он, наверное, бы попикал бы, да? В идеале. В идеале же он должен был бы попикать. Так. У меня вроде бы он подключен. Дальше, дружище, как думаешь, стоит ли поменять Samsung S21 на Huawei P50 Pro? Думаю, нет. Я бы сказал нет. Артур Гончаров, огромное спасибо за донат. Вы компенсировали почти процент. И... Нет, не про... Ну, 0,5% и большое спасибо. Вот. Дальше, Саня, привет. Стоит ли брать 11 Pro Max сейчас? А для чего? То есть, допустим, если вам нужен InShorts, и вы планируете выгружать в запрещенную сеть, либо в TikTok, который еще не запрещен, то это великая вещь. Большой экран, удобная съемка, хорошая фронталка вам зайдет. Но аккумулятор должен быть не мертвый, и, наверное, вот так. Саня, мне все равно на эти яблоки, смотрю тебя. Огромное спасибо, безумно благодарен всем, кто пришел. Не забываем прожать лайк, наберем 1000, будет круто. Почему? Потому что все-таки девайс не дешевый, и я надеюсь, что многим эта информация будет полезна, даже кому я там не особо приятен. Вот сейчас уже я вижу 45 градусов даже с фронта. С тыла очень горячие грани. Мелочи жизни, правда? 50 градусов разменял данный смарт. Вы видите, надеюсь, да? 50 градусов. Друзья, кто в теме? Кто в теме, улыбаемся и машем и ставим лайк. Если сгорит, по запаху может, кстати. Ладно, в Dynamic Island видно реальный вырез на фоне программного. Да, ну на свету видно. Дальше еще какие вопросы? Так. Саня, интересно твое мнение по камере Canon M50 Mark II. Вот сейчас я на нее стримлю. Какое может быть мнение? И распаки сбоку снимаются на нее. Но Sony Alpha, как вы видите, при распаке любого ролика, основной кадр идет с нее. Это, конечно, покруче будет. Дальше, что думаешь про Poco X3 Pro? Если вас устраивает, зачем мне о нем думать? Хороший аппарат за свои деньги был. Но не сейчас его покупать. Zenfone 9 мне не посылают уже 40 дней. Я его купил, и они кормят меня завтраками. Asus ROG Phone 5s мне послали. Мне пришлось доплатить 260 баксов. Вот так, да. Развод продавцов. Хорошо, нехорошо, вот так. Так непривычно, что блогер общается со своей аудиторией. Хорошего стрима, а я пойду спать. Fine Line, приходите на Twitch. Я на Твиче довольно часто стримлю. Гоняю аппараты в играх, и у нас есть возможность поделиться мнением. Еще раз повторяю, что мое мнение это мое мнение, ваше мнение ваше, но вот сейчас вы видите 50 градусов, сейчас вы видите сброс яркости, сейчас вы видите потерю аккумулятора во время того, как одновременный стриминг и зарядка, и сейчас вы что еще увидели, как он фактически у меня завис. После утопления можете посмотреть на лайв-канале. Интересует твое мнение насчет OnePlus 10T. Я не знаю, зачем его сделали, учитывая, что есть OnePlus 10 Pro, и, разумеется, обзор будет на канале. Но позже, потому что, как вы видите, сейчас iPhone более хайповая тема. Логично, что я, наверное, 2 сделаю обзора. Огромное спасибо, Дмитрий Гордиенко. Вас теперь 2. Вот. Можно сказать, что процесс пошел. Огромное. Почему, кстати, не знаю, Donation не показывает. Мне понравился дизайн айфонов, какими бы они хорошими не были, не возьму. Не понравился, понятно. Вы часто говорите, от чего вы хотите этот смартфон. В это корни не верю. Сегодня я снимаю видео, завтра фото. Да мало ли я что собираюсь делать. Почему такой неправильный вопрос? А для чего? Владимир, хорошо. Я к вам не приходил спрашивать. Ну, если у вас нет ответа, для чего вам смартфон, я не могу вам ответить, какой смартфон взять. Если вы предлагаете мне какой-то смартфон обозревать, я должен понимать, какие цели преследует человек, который покупает смартфон со старым железом, с брендом, который полностью обвален просто по максимуму различными санкциями, без 5G. Я понимаю, что, может быть, вы не в Питере, не в Москве, но вы переплачиваете. То есть вы изначально переплачиваете овер много денег. За что? За то, чтобы сказать, что вот я умнее всех, я с Huawei?
Ну хорошо. Но таких мало. Поверьте мне, да, фан-база есть. Это как у Fuji, допустим, и Sony с камерами. Дальше хожу с Xiaomi Mi 8, все устраивает. Но контент YouTube на большие экраны пилить трудно. Сейчас хочу переходить на iPhone 14 Pro, но не устроит, вернусь на флагман Xiaomi. Тоже вариант, но флагманы Xiaomi я недолюбливаю, лично я. То есть, допустим, если брать флагманы, я бы, наверное, взял OnePlus-овский, с которым ходил, к слову. OnePlus 9 Pro я ходил, OnePlus 10 Pro. И если бы у меня был выбор сейчас вот бесплатно, я бы взял Samsung S22 Ultra. Но бесплатно у меня варианта нет, поэтому я буду делать другие выводы. Какой чехол будешь брать на него? Понятия не имею, архитектор, я пока не решил. Саня, если сравнивать камеру в целом 12X и 11T Pro, где лучше? Я бы 11T Pro взял. Но мнений может быть много. Какой посоветуешь нормальный игровой телефон? Black Shark любой. Либо любой Asus ROG Phone. Саня, привет, все-таки 13 или 14? Не 13 и не 14 вообще никакой. Я же не для этого здесь собрался. Вы видите, какой экран? Тускленький. Тускленький экранчик. Тускленький. Такой горячий смарт. Полтинник. Полтинник эта штука. Дальше. Когда выиграю твой iPhone 24/7, буду записывать на нем Булат. Нет, я не этот смартфон разыгрываю. Это 14 Pro. Я разыгрываю iPhone 14, к слову. Дальше, привет, а если хорошая альтернатива 12X Xiaomi? Не забываем, 10 тысяч лайков разыгрываю его, как только наберем, либо 11 уже почти 1000 лайков мы набили. Вас. Все. Все зависит от аудитории, друзья. Все. По максимуму. 881 уже есть. Привет, стоит ли брать OnePlus Ace? Посмотрите мой обзор, посмотрите на Твиче, как я его гонял. Спасибо большое, Надим, за донат. И если вы собираетесь играть и стримить на Твиче, то это идеальный смарт. И в целом мне он очень понравился. OnePlus Ace и OnePlus Ace Racing Edition. Два смарта, которые были супер топовыми, потому что реализация, допустим, того же процессора у Realme GT Neo 3, она похуже. Опять же, по моим наблюдениям. Какой iPhone взять в 2022 году? iPhone 14 Pro Max. Какой еще? Где купить в Питере 14 Pro? Евгений, вы заходите на Авито, вбиваете название, плачете и едете, как и я, покупать за средства, на которые можно купить либо очень хороший велосипед, либо что? Не знаю, что можно купить на эти деньги. Много чего можно купить. Можно купить, не знаю, 3 OnePlus 10 Pro. А чего ты его сперва утопил, а сейчас тестируешь? Гриша Ша. Потому что у него IP68, Гриша. И если у вас есть какие-то другие идеи, как должен с IP68 вести себя телефон, я вам спойлерну. Ему должно быть все равно вообще на воду. Он может, по идее, все это дело, тестирование, прямо в воде проживать. Ну, если у вас понимание того, что IP68 это чисто для красоты, то значит, я не знаю, за что тогда платить 100 с лишним тысяч рублей. Полгода назад мне хватает за глаза, главная камера отличная. Молодцы, S21 волшебный телефон. 9RT, iPhone 13. Что дальше будет жить и переносить удовольствие Дольше будет жить iPhone 13. Так вы сравниваете вообще. Если вы собираетесь iPhone 13 покупать, то купите тогда OnePlus 10 Pro. Даже нет, Huawei P60 Pro, P80 Pro, Huawei Vivo X80 Pro. Простите за мой французский, осуждаю себя. Водяное охлаждение, да, врубите ему водяное охлаждение, и все будет в огне. Саня, привет, скажи, пожалуйста, с 13 Pro Max такая же история с нагревом? Ctrl-C, Ctrl-V. Сегодня собирался на Твиче проводить стрим с тем, чтобы это дело прогонять в игре, и в итоге получилось все очень просто, что у меня появилась идея купить за нереальное количество денег 14 Pro. Я его купил, и сейчас я тестирую его на основном канале. Также на Твиче бы гонял его и буду в перспективе. Но 13 Pro Max также перегревается. Ctrl-C. Саня, как вышло, что ты скипанул в свое время OnePlus 8 Pro, обзор на 8T сделал? Нет, я на 8T не делал обзор, вы меня с кем-то путаете. Саня, можешь посоветовать ТВ 55 диагонали или где посмотреть, какой выбрать? TCL. Они делают матрицы, они себя не обидят. TCL. Сделай обзор на Sony Xperia 1 IV. Ну, чтобы ее осветить, они должны кому-то занести. Почему? Потому что это смартфон, который ты не продашь. Ну, то есть, тебе пришлют, заплатят, окей. Там, или просто пришлют, и ты такой, о, ну хорошо, я про него расскажу. А в противном случае ты покупаешь кирпич, ты его не продашь. То есть это дело я вот прямо сейчас могу пойти и продать.
Вот прямо сейчас, после стрима. А Sony нет. Ну, то есть нет. Но это будет просто валяться на Авито у меня, и все. Стоит ли покупать iPhone mini 12 сейчас? Однозначно нет, потому что он очень быстро разряжается. Mobile Street, огромное спасибо. Данил Базилевский, огромное спасибо. Mobile Street, Bad News, спасибо. Дима. Какая фронталка лучше для съемки для инсты, ютьюба и тиктока? Инста запрещена в Российской Федерации. Осуждаю. А так лучше всего либо Яблоко, либо Samsung, любой. Следующий вопрос тоже из донатов. Дима, огромное спасибо, уже ответил. Bad News. Будет ли обзор на КЗ VXS? Пока не планируется. Нет у меня их. Если куплю, то расскажу. Mobile Street, большое спасибо. И Даниил Базилевский тоже. Спасибо за обзоры. Также вопрос. Стоит ли рассматривать OnePlus Ace покупки? Люблю играть в игры. Однозначно must have. Realme GT Neo 3, OnePlus Ace и OnePlus Ace Racing Edition. Не люблю Dimensity, но вот это прям цвет, блеск, красота. Они молодцы. Не забываем прожать лайк. Я советую вам, чем могу. Вы принимаете либо не принимаете мое мнение. И главное, вы смотрите в онлайне тесты. Давайте 30 минут мы засекли. Я не буду даже показывать, до какой степени... Не, я покажу. До какой степени здесь мракобесно-печальная яркость. То есть вы видите, да? 49. Ну, он сейчас оживет. Чтобы вы понимали, вот здесь яркость 380. То есть в 10 раз он понизил яркость относительно экрана, который менее яркий у 13 Pro Max. Вы ощущаете, да? Ну, вы ощущаете в 10 раз. В 10. Через 30 минут съемки. Ну окей, он будет постепенно восстанавливаться, я очень на это надеюсь. Сейчас мы смотрим, сколько осталось заряда. 68%. Было 87%. То есть считаем, ладно, 20% округлим и 40% в час. Ну это как бы немало. Но и немного. Ну не знаю, надо будет сравнивать все-таки, потому что дальше, что мы можем... Не храним, потерявши плачем. Сколько это дело будет весить? 20 гигабайтов весит файл. Можете посмотреть. 20 гигабайт, Dolby Vision, 4К 60 FPS. Вот такая прелесть. Следующее. Саша, где вкусно купить Samsung Ultra? Вам в руки поиск в помощь. Могу только так сказать. Что мы сейчас еще будем с этим смартом делать? Мы подождем, пока он остынет. И проиграем в PUBG, я думаю, в PUBG New State, потому что это тоже неплохая характеристика для смарта. Но он должен остыть, потому что сейчас, опять же, можем сказать, что он до 50 разогревался, может быть даже сильнее. Он, по идее, должен очень быстро сбрасывать. Но насколько быстро он сбросит? 44. Ну, 45 градусов не так и дико. Видите? То есть в целом в лицевой части даже меньше. Но 50 градусов мы разменяли. Это самое приятное, правда? Интересно, там тот же древний USB 2.0? Вроде бы да, но я тестировать сейчас не буду. Хотя посмотрим. Не забываем прожать лайк, наберем 1000, будет круто. Мы хотя бы встретились не зря. Напоминаю, что 14 iPhone 14 все равно будет разыгран. И В. Сойер, огромное спасибо за донат. Саня, привет. Надумаю купить Pixel 6 на замену Poco X3 Pro. Нет, я бы не стал брать Pixel 6. Во-первых, экран вас расстроит. Во-вторых, это не игровой смарт. Зачем вам покупать Pixel 6, если вы играете в Genshin Impact? Купите себе игровой смарт. Либо Asus ROG Phone какой-нибудь, либо вы можете приобрести тот же Black Shark. Они прилично снимают. Я не вижу смысла. Вы, ну, по мне, неправильная позиция. Хотя ваша позиция, опять же, ваша. И вам потом этот девайс использовать. Не забываем прожать лайк. 1000 лайков, и все будет в огне. Дальше 10 тысяч. Да, 10 тысяч, мы разыгрываем iPhone 14. Уже рассказал как. iPhone 14 Pro сейчас перед вами. iPhone 13 Pro Max здесь сейчас лежит. И проблем уже хватало более чем. Lightning не может быть выше 2.0 физически. Да, по-моему, там тоже такая же беда. По поводу Wi-Fi мы уже видели, что гигабитный интернет здесь минимум в 2 раза медленнее, чем в нормальных Android смартфонах. Genshin не качался быстрее, чем
32 метра, точнее предел там был 16, по-моему, а в основном он кончался при 7 мегабайтов в секунду и 12, это мало. Nubia Red Magic шла блок Рома, можете посмотреть мой стрим на лайв-канале в записи Польза.нет Live, есть то, как я гонял вот это дело, он сбрасывает яркость. То есть это те же тапки только в профиль, только это смартфон, но если вы готовы, я не знаю, для меня это игровой смартфон, который сбрасывает яркость, это смартфон, который, если бы был мой, то я бы его выбросил. Но как бы нет, я его продал бы. Дальше, какой Android лучше купить и лучше взять, какой топ-10 на канале. Привет, мне нужен iPad для учебы, не могу выбрать какой, могу взять любой Mini с Pencil, либо Air без карандаша. Лучше Air, потому что мини желейка многим видна, и мне тоже периодически. Так в чем разница между 13 и 14, кроме челки? Это 14 Pro, здесь 120 Гц, здесь 2000 кандел, правильно? Или кандел, яркость. Нит, 2000 нит пиковой яркости, это максимальная яркость. То есть тут лучшие экраны, правда, которые я видел. Но по физическим недостаткам уже те, кто на стриме, видели, в чем проблема. Какой-то Type-C прикрутят, столько ждать еще. Когда-то прикрутят. Саня, подскажи средняк за 250 баксов с мини-джеком и неплохой камерой. OnePlus 9 RT. С неплохой камерой они все неплохие. Не знаю, OnePlus Ace. OnePlus Ace Racing Edition, но там IPS. Саня, на какую альфа снимаешь обзоры? Обзоры снимаются в основном на iPhone 13 Pro и на OnePlus 9 Pro. Альфа и Canon Mark II M50, они для распаковок. Саня, ты топ, давай 14 Pro разыгрывать. Нет, Римаксон, мы даже 1000 лайков не можем набрать. Вот наберем десятку, разыграю 14, если до 11, то можно будет уже зажечь из 14 Pro. А можно еще раз узнать, как будет разыгрываться, упустил момент. Булат, все просто, вы подписывайтесь на этот канал, на лайв-канал, Польза.нет Live, подписывайтесь на телеграм-канал скидок, он в описании. И в комментарии, когда стрим этот закончится, пишите, чем вам понравился iPhone 14 14 Pro, или чем не понравился, ну и свой, можете по-русски, логин в телеге. Ну, лучше присутствовать всегда на стриме розыгрыши. Если не будете, либо в описании, пишите в описании, но я все равно буду проверять. Вот сейчас нет этого условия, я буду проверять. Если у вас будет в описании телега, то все в огне. Чтобы я мог проверить, что вы подписаны на телеграм-канал скидок. Подскажи, как работает вырезать, вставить в чат с картинки, вырезать с фона. Еще раз, на любом айфоне это работает, поэтому смысл показывать. Саня, будешь сейчас на стриме герцовку замерять? Глеб, идеи как? Ну, идеи, хорошо. Вот как на айфоне герцовку замерить? Сейчас, вот прямо сейчас. OnePlus 10 Pro или Xiaomi 12X? OnePlus 10 Pro однозначно. Народ, прожимаем лайки, да, может быть 1000 наберем. Извините, пропустил начало стрима, где вы его купили, ссылку можно. Авито. Welcome. И надейтесь, что вас не облапошат. Потому что я весь день его пытался купить. Весь. И то их нет, то приезжаешь его... Ну, говорю, мне повезло, я считаю. Действительно ли у новых прошек более скругленные углы? Я не знаю, в каком месте. Вы имеете в виду грани? Наверное. Но он пузатее, видите, чем 13 Pro Max. Не знаю, я не вижу вообще особо более скругленные углы. Надо с 13 Pro, но у меня тоже есть. Сравню. Но это все не важно. Толщину вы видите. То есть вот это 13 Pro. Это 13 Pro Max. Дальше, Александр, посоветуйте, какой взять смарт, который будет снимать хорошие видео в 4К 60. Мне не нужны игры. Все, вернулась яркость. Топовый по мне смартфон, если не яблоко, то это Vivo X80 Pro. Примерно то же самое, это IQOO 10 Pro, но оно стоит примерно так же, и защита от влаги официально не заявлена. Vivo X80 Pro это просто бомба, а не смартфон. То есть по съемке это... Ну, вау. Ну, это мое мнение. iPhone 14 в 8К не может снимать, и 120 FPS у него нет. Вот смотрите, видео. Ну, подождите. Давайте тогда уже все. Уже жгем в PUBG.
Не забываем прожать лайк. И сейчас я проверяю, чтобы это все дело активировалось. Все активировалось, вы видите картинку. Смарт-тесты я включил. Так, это стол. Но сейчас я добавлю, давайте. Все, включаю я вам... если брать 4К, видите, максимум 60 FPS. Давайте я лицо свое... лицо добавлю, если вы не против. Окей. И куда-нибудь его спрячу. Спрячу, чтобы вам не мешать. И еще добавлю то, чтобы вы сверху могли видеть, что я ничего не химичу. Нет, стоп. Power не хочет. Ну окей. Главное вот сейчас вы видите. Так. Сейчас я попробую скопировать устройство захвата. 5 секунд. Все. То есть сейчас вы видите процесс весь. Деактивировать, активировать. И вот примерно так. Как звук, как картинка, все ли видно. Насчет айфона, фронталку давайте проверим. Фронталка. 4К 60 FPS тоже имеется. Все. И киноэффект. У фронталки есть 4К 30 FPS. У фронталки. Вау. 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 Я нашел. Вот это круто. Вот это прям нереально круто. Вы все видите? 4К 30 FPS. У фронталки есть киноэффект. То есть если я попытаюсь снимать... Очуметь. Очуметь. Вы же помните, да, что потом можно все это делать? Так. Что-то он подглючивает. Давайте, наверное, перейдем все-таки к великому и ужасному Ньюстейту. Не будем мы пытаться... Нет, мы будем пытаться. Давайте вот так, по чесноку. Мы сейчас измеряем канделы. Вот сейчас он выдает бодрых 372. Уже 270. Ну, 372, проще говоря. Получаю я все. И начинаю банкет. Только единственное, надо засечь время, да. И посмотреть. Еще раз, стоп. Подтверждаю. Все, нет, ну все, согласен я со всем. Надо как-то было завести, но я говорю, не успевал. Хочется сегодня рассказать. Не забываем прожать лайк. Еще раз напоминаю, 10 тысяч лайков наберем, хоть сегодня будем разыгрывать iPhone 14. Если не наберем 10 тысяч лайков, то будем 11.11. Либо как только наберем 10 тысяч. Я уверен, что все в ваших руках. Если мы 1000 набрали ночью, то уж сейчас варианты есть всегда. Так, не хочет показывать. Так. Нет, не так, не так. Ладно. Будем смотреть вот так тогда. Процентов 65. И засекаю время. Засекаю. 5 секунд. Стоп, сброс, старт. Записали 65. Так, 40% в час. 40%. 4К 60 FPS. Получается. И 65% ждем час в PUBG. Так, сначала мы, разумеется, должны поставить максимальные настройки графики. Иначе вот смысл, да? Применить. Высокая. Применить. HD скачаем. По-быстренькому. Сглаживание включаем. Ну и все, в принципе. Единственное, HD надо подождать, чтобы он скачал. И будем жечь. Он уже сбросил яркость, ладно. Дальше, Саня, посоветуй, можешь ли посоветовать лучшие водостойкие Bluetooth наушники в районе $50? Нет. Водостойкие на сколько? Чтобы плавать в них в бассейне? На 105 был заряжен. Пом-пом. Нет, мы всего 20% ждали. Мы ждали 30 минут по съемке в 4К. Так, 20 гигабайт весил файл. Я просто логично буду делать обзор помимо стрима.
Саня, подскажи, взять Huawei MatePad 11? Я бы взял Xiaomi. И в конце я еще раз потоплю его, чтобы вам не скучно было. А то зачем мы собрались? Apple Watch Ultra, разумеется, я поищу. И если я смогу найти, то куплю. Оптимизацию графики стоит выключить. Оптимизацию графики стоит выключить. По умолчанию, окей. Как скажете. Все. 853. Какую картинку сделать меньше, какую больше? Командуйте, кому как интересно. Так и будет. Мне никакой сложности нету. Так, стоп. Графика не сохранилась, кстати. Вот я сейчас благополучно бы ушел. Применить, сохранить. И HD текстуры есть. Все остальное в огне. Так, можно скачать еще что-нибудь, чтобы это дело не мешало. Все равно это считается уже игрой, потому что чувак висит. Так, отряд, не отряд, а одиночный. Чтобы у нас были боты, подтверждаю. И Александр, что есть из компактных флагманов? Пум-пум-пум, Трой, подтвердить. 8 на 8 километров, начнем. Из компактных флагманов это только либо Samsung S22 или iPhone 13 mini. То есть только так. Трутон отключил. Зачем? Зачем? На языке. Можно уточнить? То есть каждый раз, когда ты собираешься что-то там играть, ты должен отключать что-то. Правильно я понимаю? Так, управление. Сейчас я отредактирую. Вы можете играть как хотите, в принципе. Подождите, а почему у меня тут... ну все правильно. Это же не я. Так. Размер побольше. Размер побольше. Минимально. И тут тоже чуть-чуть размер... Стоп. Непривычно после iPhone 13 Pro Max это дело. Так, и вот так сохранить. Все. Так более-менее мне будет. Дальше, привет, на что сменить Poco X3 в плане фото, видео, игры не важны. У вас разброс по ценам просто космос. Купите 11 Pro. Я так понимаю, если вы спрашиваете, я бы, разумеется, купил из того, что вы перечислили, Vivo X80 Pro. Не забываем прожать лайк, мы сейчас играем на iPhone 14 Pro. Он уже сбросил яркость, но, наверное, давайте через минут 15 все это дело проверим. Актуален ли 11 Ultra Xiaomi, а то подумаю приобрести его. Еще раз по поводу ультра и всего остального. Я считаю, что 11 ультра не актуален. Он актуален был, когда вы его купили за 34, поиграли с ним, решили, что он вам подходит или не подходит, и либо оставили, либо продолжили. Сейчас смысл вообще... мне кажется, что смысл нулевой. Напоминаю, что в первую очередь мы сейчас тестируем заряд вот этого вот дела. Так, сейчас я единственное должен звук себе сделать, иначе я буду проигрывать прям люто. Я надеюсь, что вы меня слышите чуть-чуть, игру, может быть, чуть-чуть слышите, и что-то как-то будет. Смотрю стрим. Саня, рамки экрана такие же толстые, как у iPhone 13 Pro Max. Вот вам рамки экрана. Плюс-минус, по-моему, да. Если не толще. Но давайте сейчас измерю. Окей, все равно игра идет. Сейчас я чуть-чуть залутаюсь, потому что здесь все равно будут боты. Так как у меня новый аккаунт сейчас сделан. Все создано, чтобы я мог отыграть, видите? Сейчас 5 секунд. Мы полутаемся. И потом будем измерять рамки. Вот она. Кайфовая тема, когда ты только начинаешь играть, для заманухи тебе дают много-много ботов. Нулевое количество проблем. И возможность по полной самореализоваться, да? Так. Саша, подсоветуем лучшие водостойкие Bluetooth наушники. Еще раз повторяюсь, водостойкие в плане... То есть, в плане чего?
Лучших водостойких за 50 баксов я не знаю. Потому что с влагозащитой топовой не бывают таких дешевых наушников. Они будут с влагозащитой. Но это будет что-то из разряда «как вам повезет, так и будет». Вот оно, когда боты одни, да? Ой, и сразу еще и полный лут. Лут мечты. Человек принес. Бот принес. Окей, так, настройки, кстати, рюкзак надо переключить. Окей, сейчас заодно и проверим. Да что ж с рюкзаком-то? Вот. Заодно проверим размеры рамок. Так, стоп. Опа. Ничего ж себе, по мне даже стреляет кто-то. Надо ему рассказать, что когда только человек начинает играть, по нему стрелять нельзя. Правильно? Как можно стрелять по человеку, который только начал играть? Так, окей. Рамки. Плюс-минус. По моим меркам. 2,5. И здесь... нет, на макс может быть на 1 долю миллиметра толще. Доброй ночи, доброй. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, что... Опа, опа, папа. Что-то какой-то совсем лютый бот попался. Опа, сброс яркости лютый. Почти убили. Вы прикиньте. Это какая-то печаль. А, нет, это не почти убили, это у меня яркость сбросилась. Очуметь. Все, на какой минуте? Подождите. На какой минуте сбросилась яркость? Люто. Я не знаю, вы, наверное... А, вы не видите. Вы сейчас увидите. 5 секунд. Да, на 8-й минуте, вот, чтобы вы понимали, яркость максимальная. Наверное, яркость в игре надо показать вам, чтобы вы понимали, что такое яркость у 2 смартфонов. Ну, это дичь. Вот они, айфоны. И кто мне там скажет, что я топлю за них? Опа, сейчас 5 секунд. Да что ж пытаются мне все боты убить? Все боты решили меня убить. Вот она яркость. Вот она, яркий экран и не яркий экран. Окей, подождите. Подождите, я сейчас сравню. Получается, с ним же. Помните, сколько было? А теперь 48. Ну, на этом мы, в принципе, вопрос игровой практики супергероев, которые там каким-то образом умудряются профы играть на этом деле, закрываем, да? Почему? Потому что мне кажется, что это некорректно. 75% надо... Опа! Да что ж такое-то, а? Можно вот так стоять все время на карте и все. Какие вопросы еще, друзья? За какие деньги лайк поставлен? Спасибо большое. Не забывайте прожать лайк, да, и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Не забывайте участвовать в розыгрыше, разумеется, iPhone 14, 11 я его разыграю, либо когда мы наберем 10 тысяч лайков, уже 1000 набрали, к слову. И мораль, ну, реально набрать. Давайте я сниму очки все-таки, потому что я видеть ничего не вижу в таком экране без очков. Боты наступают, однозначно. Так, мне мало того, что боты наступают, мне надо все-таки пробежаться до машинки. Опа, вижу. Вижу. Все в огне. Хорошо, когда нет реальных игроков, да? Но поумнее все равно они стали по сравнению с прошлым пабгом.
когда ты только начинаешь играть. О, пулеметик. С такой вещью можно было бы меня просто съесть, да? Если бы реально было все. Более-менее хотя бы. Болты не нужны. И что еще мне не надо? Аптечки мне не нужны, бинты. А вот патроны нужны. Все. Можно играть. А, 5.45 надо было. Ну ладно. Будем играть вот этим делом. К слову, можно, кстати, повесить на него. Стоп. То есть я выбросил? Да, я выбросил. Боты, не боты, все равно нужна оптика. А, нет, все нормально. Вот туда надо бежать. Следующее. Сань, подскажи, посоветуй, не сильно дорогой планшет на винде. На винде? Я не знаю, планшетов на винде я не тестировал, честно. Сойер, спасибо большое за донаты. Я сейчас вам все отвечу. Огромное. Я так чувствую, я даже сегодня процентов 10 от смарта, ну 5, ладно, отобью. Не прочитал до конца прошлый донат. Это был прочти, добавлю и уточню. Pixel 6 в коралловом цвете, чтобы не как у всех, а именно попробовать гуглофон. Genshin Impact иногда без доступа к комфу поиграть. Ну, окей, пойдет. Что мне сказать? Хочешь, купи, если можешь. Почему нет? Саня, спасибо за твои обзоры, отношение к аудитории. Очень приятно смотреть. Рассматривать ли... А, ну OnePlus Ace уже ответил, да. А Саня, привет, надумываю Сойер купить. Но подсел на Genshin, ответил уже. Так. И... Стоп. Кто, откуда и куда? Прям такие выстрелы серьезные. Как будто там не боты. А там же боты. О! Так, уже ответил. Опа, сейчас 5 секунд. Как просто набирают народа, чтобы мне было не скучно играть, да? Чтобы я такой, ну не зря я играл так много времени. По факту, разумеется, все прекрасно понимают, что одни боты. Ну и ладно. Можно даже с такими ботами, в принципе, погибнуть. А дальше, какие еще вопросы на обжарке? Не забываем прожать лайк. Спасибо всем, кто пришел. Да, там отличный микрофон. Дальше. Ашими в Samsung недавно добавили функцию максимальное затемнение. Может, с этой настройкой показатели будут чуть лучше? Может, будут. Я не в курсе. У меня нет Samsung сейчас, но я проверю. А это не выстрелы, а крышка трескается от перегрева. Вполне возможно. Ну, перегрев мы тоже проверим, но чуть-чуть позже, ладно? Потому что мне кажется, что сейчас пока рано. Прошло еще только 15 минут. Лучше в PUBG играл бы. Что не так? Опять же. Какой смарт на втором месте и после Vivo X80 Pro, по твоему мнению? Еще раз, у меня есть тест. Не тест, а стрим. 30 вещей, на которые нужно обратить внимание при покупке нового смартфона. И там есть топ-10 смартфонов моих для видео. Вот это мои, наверное. Сколько FPS? Архитектор, серьезно? И как сейчас, вот, окей, в этом режиме времени можно проверить? Ну, то есть, может быть, в настройках здесь где-то показывает. Так, управление, графика. Разрешение графики высокое. Опа, сейчас по мне. Не сохранять. Топ, стоп. Ох ты, ёшки. Он почти убил меня, что ли? А, нет. Сейчас надо дойти, а потом уже лечиться. Потом уже зарубаться, стреляться. Ладно. Серьезно? Он подвис. Пусть слегка, но он подвис.
Ладно, все это не важно. Дальше, Саша, спасибо тебе за обзоры. Я купил OnePlus 10 9 RT и скоро придет. Не забудьте посмотреть, у Opossum есть инструкция, как увеличить автономность. К слову, эта инструкция касается, в принципе, наверное, всех девайсов, тем более OnePlus. Посмотрите, ознакомьтесь. В телеграм-канале взаимопомощи приходите, подскажут. Будет ли обзор на MSFIT GTR New Version? Должен был быть послезавтра, но теперь, наверное, на 2 дня позже, потому что я сначала выгружу все обзоры на яблоко. Опа. А потом уже будет все остальное. Не вижу ничего в этом темном экране. Это, конечно, не оправдание. И вы, наверное, видите на опыте. Но я вот без опыта не вижу. Так, надо подбежать, залутаться. У этих бедных ботов. О, ничего ж себе. А, нет. Вот она. Вот она, счастье. Дальше, Саня, если в планах запустить Tech на 19 Pro. Tech пишет, как и всем. Все третьи эшелоны мне пишут. Если решусь, то вы увидите. Пока я не решился. Будет ли обзор на смартфон OnePlus Ace Pro? Да. Он уже на руках, но не распакован. Ну, технически на руках. Приветствую. Есть ли смысл обновляться с 13 на 14 Pro? Вообще никакого не вижу смысла обновляться с 13 на 14 Pro. В играх вы видите сами, что он сбрасывает ровно через 8 минут яркость. И, ну, единственное, если вам не нужен киноэффект в 4К 30 FPS. Но я его опять же увидел сейчас, и я вам скажу, что, во-первых, 13 и 13 Pro, согласитесь, яркость избыточна. Даже мне хватает за глаза. Я люблю мега яркие экраны. И мощи вам в чем не хватает мощи? Кстати, Antutu надо скачать и еще прогнать его в Antutu, правильно? Что сегодня на лучшее на сегодняшний день? 870 или 3 восьмерки, Snap 8 Gen 1 плюс. Так, стоп. Сейчас я пробегусь чуть-чуть. Боты должны печалиться. Ничего ж себе. Вы прикиньте, 3 патрона. Понятно, что не в голову, но все равно это как-то много. Я бы сказал, очень странные дела. Ну ладно. Добрый вечер. Лайкнули мой коммент, но не ответили. Я всегда лайкаю комменты и не отвечаю. Я только на Твиче во время стримов. Ну вот сейчас, допустим, во время стрима. Сейчас в магазе стоит... Сейчас они... Кто они? Прочитайте свой коммент. Сейчас они в магазе стоят 75 евро, на Алике 62. Стоит ли покупать за такие деньги или есть вариант лучше? Вы сформулировали вопрос максимально сложно, даже для меня. Проще говоря, за 75 евро я купил бы любые MSFIT какие-то. Я не знаю, зачем вам Halo. Либо, опять же, копите и покупайте Xiaomi или еще что-то подобное. Саня, если покупать наушники Sony, то что? Я ничего не понял. Обновите, пожалуйста, страницу, скорее всего, Залипалова в YouTube опять, потому что у меня стрим идет, лагов нет, но YouTube показывает. Дальше. Так, все, в зоне. Может быть, кто-то реально и будет из живых, но мне кажется, что не будет. По зоне проедусь. Так с экраном совсем погас, что ли? Ну нет, не совсем, но он очень тусклый. То есть я еле вижу. Очень печально все. Очень-очень печально по съемке. Но что есть, то есть. Что есть, тем и живем. Пока все вот так. Какая разница между 15А, А15 и 16? Ну, он а-ля стал мощнее. Но я говорю, еще раз повторяю, что он позволяет в 4К 30 FPS снимать киноэффект у нас. Здесь намного лучше экран, хотя, опять же, вот здесь в 13 Pro Max меня он полностью устраивает. Если брать стоимость, то есть, допустим, разницу в стоимости между 13 Pro, они не зря сняли с продажи 13 Pro, 13 Pro Max и 13, потому что минимальный прирост. Вот, по съемке, опять же, я вам все покажу, конечно же. Вот, вы все увидите, все оцените.
И сможете выбрать для себя, стоит ли вам что-то покупать или нет. Что-то откуда-то там стреляло по мне. С какой-то стороны, вот стой. Не вижу, вижу. Если это он. Нет, не он. Уже сзади. Да что ж за дела? Вот я реально плохо вижу в этом, с этим. Да ёшки-гагошки. Видите, даже... А он с коряком... Нет, это не коряк. Да что такое-то, а? Надо было тот оставить, ту пушку. Есть. А, вон он, дроп. Он к дропу, наверное, ехал. Ушел. Окей, добежим до дропа. Следующее. Оверпрайс, еще раз. Always работает, да. Always on display работает. Стоит ли сейчас брать iPhone 12? Нет, между iPhone 13 и 12 просто космос, разница по съемке. Можете посмотреть обзор на канале. Не забывайте прожать лайк. Еще раз напоминаю, что 10 тысяч лайков наберем, то совершенно свободно мы с вами разыграем iPhone 14. Если не наберем, то будем ждать, когда мы наконец наберем. Либо 11.11 я все это дело разыграю. Так что все зависит от вас, как говорится. OnePlus 10 Pro лучше по соотношению цена-качество. Лучше чего? Huawei FreeBuds Pro 2 будет. И спойлер, они будут, опять же, Huawei FreeBuds Pro 2 в великом и ужасном будущем. Почему? Потому что я купил их на Алишке. И купил их за 11 тысяч. Не знаю, я понимаю, что можно было купить за 13 в России, но по моему опыту Huawei делает намного лучше наушники для китайского рынка. Вспоминаем Huawei FreeBuds 4, у них не было люфта у крышки. Те, которые были китайскими, у них поддерживала зарядка, бокс, беспроводную зарядку. А то, что продавали в России, нет. Здравствуйте, есть желание попробовать iOS для ознакомления? Максимум бюджет в 50 тысяч. Можно ли дешевле? БУ или новый вариант? Что посоветуешь? iPhone 13 56 тысяч. Я недавно скидывал в телеграм-канал скидок, купите. Но брать лучше новый. Потом проще будет скидывать. Чуть-чуть бюджет выходит, но вы сможете. Опять же, там, по-моему, только в Москве, но в Москве всегда можно кого-то найти. Это раз. Два, всегда можно договориться в магазине, чтобы они вам отправили через ДЭК с оплатой вперед. Но если это проверенный магаз, то я часто так делаю. 12 Pro Max на 14 Pro Max менять разница будет заметна, я уверен. Я бы поменял. Ну, если, опять же, вам хочется обновиться, то через одну модель однозначно обновляться можно. Как у вас с финансами, как со всем остальным, это решать вам. Что лучше взять, Samsung A73 или Realme GT Neo 3? Точно не Samsung. Все, что было у меня Samsung, это либо вы берете флагман, либо остальное какой-то безумный оверпрайс. Опять же, А73 разве стоит 22 тысячи? Neo 3 стоит 22 тысячи. А73. Вы давайте в одной категории ценовой что-то сравнивать, а не вот так грамотненько. Так, давайте вот так, может. Там осталось 11 человек. Может, кто-то даже и реально есть. Но мне кажется, нет. Мне кажется, что в первой игре одни боты. Одни умнее, другие глупее чуть-чуть. Но все равно одни боты. Так, и что? Ага. Да, уже бубили в конце. С такой-то зоной. Так, и это неужели клиент? Нет. Так, конечно, вот эта вот линия с жизнью я поставил себе очень неудобно. Но что есть.
Боты обычно не прячутся особо. Кто-то с кем-то здесь перестреливался. Так, это зона. Лучше бегать внутри. Так, напоминаю, что мы тестируем iPhone 14 Pro в игре. Максимально яркость он понизил. Вот вы видите, насколько он не яркий. Вот нормальный iPhone, чтобы вы понимали. Вот в чем разница. И да, он понизил яркость в 7 раз. Греется он не сильно греется. Это не зарядка, к слову. Это, еще раз повторяю, что это мы стримим. И стриминг не имеет значения, он так сильно не влияет. То есть нормальные смартфоны, это OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace, в тех же условиях у меня не грелись и не сбрасывали яркость, тем более. Уже не говоря о игровых. 43 градуса, притом так странно, он в центре 43,4. Да, 45. 45. В общем, 45 градусов в игре норм, не критично, я бы сказал. Vivo X80 Pro или Samsung Note 22 Ultra? А вот это вопрос. Если у вас X80 Pro будет глобалка, я бы взял Vivo. Если нет, то я бы взял Ultra. То есть то, что глобалка, если глобалки сравнивать, то я бы однозначно... Что же я так линию жизни-то поставил? Да что ж. Есть. Ну, хоть разок попал. Там прямо кто-то стреляет по-серьезному. Опа. Уже труп. А в домах боты бывают? Линию я поставил жизни прям шикарнейшим образом. Дальше есть лайфхаки, как лучше использовать One More Evo плюс iPhone 13. Нет, лайфхаков нет. Может быть, спросите в телеграм-канале взаимопомощи, потому что кто-то как-то извращался. Но там все очень-таки сложно. Яблоки это не про Hi-Res по мне. iPhone 14 Pro Max скидывает яркость при долгой игре. Разумеется, если iPhone 14 Pro скидывает, то 14 Pro Max тоже будет скидывать. При недолгой игре, а 8 минут и все, и у вас скинется яркость. Pro Max я тоже куплю. Просто сейчас вот я купил конкретно прошку. Ну что, зайти? Ну, зайдем. Опа. Зарубчик здесь. Кто кого первый увидит, да? Дальше, Сани, я хочу собрать полную экосистему. Ноут, планшет, смарт плюс наушники. От Apple или Huawei? Я бы взял точно Apple. Однозначно яблоко лучше. Но дороже. Вот. Не забываем прожать лайк, не забываем, что разыгрывается iPhone 14 за то, чтобы подписаться на этот канал, на лайв-канал, на телеграм-канал скидок. И ждем 10 тысяч лайков. Здесь уже 1100 набрали. Осталось 8900. Не так это и много, учитывая, что в онлайне мы уже столько набрали, правда? А когда люди будут знать, все будет довольно просто по сбору. Так, и чего? Какой-то заруб здесь. Все. Финал. Финал, и это у нас было по секундомеру 31 минута. Окей, 31 минута было, получается 43, было 65, стало 43. 12% за 30 минут. Ну, смотрим, что дальше. Результат, окей. Будем надеяться, что он съест меньше. Но, опять же, яркость нулевая просто.
Я не буду ждать, когда яркость не сбросится. Что есть, то есть. Так и играем, правильно? Как он может, так и делаем. Александр, вы постоянно говорите про разъем по центру относительно слева, справа или внизу. Почему так говорите плохо, что не по центру? Нет, это чисто моя прихоть. То есть меня симметрия, отсутствие симметрии мне не нравится. Либо это что-то типа игрового из разряда, когда ты полностью смещен. А так это получается, ну, по мне некрасиво. Опять же, по вашему мнению, это может быть красиво. Вот. Играя без трутона, он аккумулятор жрет. И то есть вы будете каждый раз отключать что-то для того, чтобы играть. Серьезно? Но это дичь. Вы покупаете смартфон за 100 далеко, и через 8 минут он сбрасывает яркость. Какой аккумулятор? Причем здесь аккумулятор? Пусть жрет. Для игр Black Shark. Саня, а какие тебе смартфоны нравятся? Смартфоны тебе не нравятся. Реально, какие мне не нравятся? Это смартфоны третьего эшелона, которые выдают себя за смартфоны первого. То есть, что это значит? Это значит, что ценовая политика, допустим, определенных смартов, третьих эшелонов, Infinix, Techno, еще что-то, она очень близка при продажах уже у нас почему-то к топам. То есть, если вы посмотрите, Realme, еще что-то, они реально продают дорого. И по мне они за это не нравятся. То есть, пусть, я недавно разговаривал с большим-большим блогером, и у него отношение хорошее, к тому же Lenovo, Motorola, он, понятно, с ними не ходит, но хорошее. И понятно, что, еще раз повторяюсь, он с ними не ходит, но его правильно бомбит, что ты делаешь обзор на смартфон, который стоит 11 тысяч рублей, выгружаешь его, и буквально через пару дней он становится 16, а за 16 ты бы по-другому к нему вообще относился, то есть просто капитально. И вот этим грешат не только там Neo 3 так и стоил 22-23, этим грешат вот именно третий эшелон. Они заманивают, а потом вместо того, чтобы допиливать, продавать так же дешево и все остальное, они накидывают по стоимости. Опять же, это мой user experience, не забываем прожать каналы, лайки. Не вспоминаем каналы, кроме миллионников. Правило моего стрима. Стрим, что взять на смену Samsung S8 21FE или накопить на Ultra 22? Накопить на Ultra 22 и забыть о смартфонах минимум на 3 года. Знайте, что у вас топчик и все. S22 Plus стоит брать? Не тестировал. И особого желания, если честно, нету. Может быть, у кого-то есть. Так, сейчас я проверю донаты. Если нет ничего, то буду просто на вопросы отвечать. Да, пока нету. Давно уже. Ну, ничего. Так, привет. Купил OnePlus 9RT, что есть похожее долгоиграющее. Но более долгоиграющее. Более долгоиграющее это любой флагман. Вот iPhone 14 Pro долгоиграющий, iPhone 13 Pro долгоиграющий, Samsung S22 Ultra, в моем понимании, долгоиграющий. То есть вы купите, и вы очень долго не захотите это дело менять. Как iPhone справляется? На 8-й минуте он просто сбросил яркость в 8 раз и все. И теперь вы видите хорошую картинку, а я вижу шлакоблок вот сейчас. Потому что я стримлю, разумеется, в то, что вы видите через карту захвата. А то, что я вижу, вот она разница. То, что вижу я, и то, что видите вы. 22% ушло. Ну, вот так пока уходит. Все будет хорошо, как говорится. Так, я сейчас в настройках в управлении уберу вот эту вот штучку сюда. Потому что что-то мне совсем уж плохо с ней. Не видно ничего. Так. Пока ничего интересного. Здесь уже могут быть не боты. Хотя, скорее всего, все равно будут боты. Не вижу, вообще плохо вижу. Не забываем прожать лайк. Привет, как тебе Xiaomi 12 Lite? Мне понравился, но я его опять же покупал за 23 тысячи. То есть помним, что за 23 тысячи в моем понимании это топчик. Дороже нет. Но опять же вместо него можно купить какой-нибудь... Но это другая категория смартфона. Наверное, не сказать, что он прям намного лучше. Это тот же OnePlus Ace какой-нибудь. Так, нет. Лучше еще один.
Авто. Опа. АК. Давайте-ка АК лучше возьмем. Потому что рано или поздно нам что-нибудь попадется веселое. Типа пулеметика. И мы можем уже спокойно играть с ними, да? Так, каска есть. Броник есть. Начало положено. Теперь можно брать машину и кататься, искать ботов. Либо уже живых игроков, но начинающих. Опа. А нет, это юнит не надо нам. Здесь кто-то лутался. Притом самое интересное, бронь вторую не забрал. Очень странный бот. Либо уже залутанный не бот. Набор маркеров. Слышу шаги. Это что было? Так, ну так даже можно от бота получить. Такой штукой можно и пораниться, если это коряк. Да, коряк. Опа. Коряк. Ничего ж себе, 2 выстрела и ему ничего. Вот такие вот бывают боты. Выживаемые. Поставил лайк, спокойной ночи. Ника, огромное спасибо, что зашел. Не забываем прожать лайк. Не забываем, что стрим идет довольно элементарным способом проходит. Мы тестируем смартфон под названием iPhone 13 Pro. Мы уже узнали очень много всего. Мы узнали по автономности, потому что он сбрасывает яркость, потому что он глючит после того, как ты его благополучным образом чуть-чуть притопишь. И в целом смарт хорош, с недостатками. Основной недостаток, повторяюсь, это как у всех айфонов, которые я тестировал, это сброс яркости. Ну и плюс он перегревается, потому что 50 градусов все-таки при съемке это немало. То есть за полчаса съемки в 4К ты на максималках играешь или пришлось снизить? На максималках, но еще раз повторяюсь, яркость здесь процентов 8-10 от того, что он может. То есть яркость здесь никакая. Я еле-еле вижу, поэтому я лицо туда нагибаю. Мне очень непривычно играть с такой яркостью. Ну вот что есть, то есть. Что iPhone за 1300 евро смог предложить в золотом цвете 14 Pro? С тем мы и играем. И вспоминаешь сразу какой-нибудь Black Shark 5, да? У которого все окей. Так можно и погибнуть. Вдоль. Летим вдоль. Дальше, когда Genshin, давайте сначала с этим делом час проиграем и дальше посмотрим. Не забываем прожать лайк, потому что пока людей немного. Я так подозреваю, немногим интересна эта тема, а может быть и многим, но... Так, я пока не понимаю, куда я еду. Ага, я еду до моста. Смартов с камерой под экраном можно пересчитать по пальцам одной руки. Да их много, но просто большинство из них какая-то шляпа. Так, там кто-то по мне лупил, хорошо, ну и ладно. Пусть лупят. Не сегодня, потому что надо переехать сначала в зону, а потом уже зарубаться. И принимать всех в зоне. Ох ты, ничего ж себе. Я въехал. Дальше моя смена телефонов был S1, потом S5, теперь на снапе S8. Так, а посум чего, спит уже? Что взять с отличной камерой? Как минимум по части фото. Без шима, глобальной версии. На андроиде до 65 тысяч. Без шима. Таких нет. Без шима нету вообще. Я не шучу. Топовая камера и минимальный шим будет на Vivo X80 Pro. Samsung больше шумят. ZTE, к примеру, да.
Да. Кто вспомнит ZTE, тому бан. Я шучу. Но я говорю, я еще раз повторяюсь, я не советую смарты третьего эшелона принципиально. Поэтому в конце обзора я там говорю, лучше этот, лучше тот. Я могу объективно, ну, субъективно, точнее, объективно рассказать, а потом субъективно, с моей точки зрения и с моего опыта, сказать, что лучше за эти же деньги. Потому что, опять же, лучше всегда добавить 5-7% стоимости и купить бренд первого эшелона, пусть даже чуть-чуть ниже классом. Потому что этот а-ля ниже классом, я говорю, вот с этими смартами третьего эшелона надо ходить месяца 3. Первые недели 2 они тебе будут вообще норм. И всегда отвечать себе на вопрос. Вот первый вопрос, который вы должны спрашивать у блогера. А ты будешь ходить с этим смартом? Вот я перечисляю, с чем бы я ходил. С Racing Edition я бы ходил. С Samsung S22, S22 Ultra. Много с чем ходил бы. Не ходил бы точно ни с каким бы ZTE из тех, что я тестировал. И ни с какой из Motorola. Тестировал я Motorola много. И сейчас я накупил их. И 30 Pro, и всего чего. И да, они за железо норм. Вот Motorola я спокойно продам. ZTE, которые мне пришли, я не знаю, я очумею продавать. Ну и когда-нибудь продам. Рано или поздно, как и все. Сейчас, в принципе, рынок перенасыщен, и Xiaomi не так просто продать. Так, где у нас там клиенты? А, подождите, я еще не доехал до зоны. Давайте-ка я доеду до зоны. Жизни еще хватает у машинки. Потом уже буду перестреливаться с ботами. Что самое обидное вот в такой ситуации, это погибнуть, потому что у тебя машинка раздолбалась. Управлять. 5 секунд. Главное заехать в зону. Как Oppo Reno 6, кто знает, тот знает. Да, Oppo вообще тяжело продается. Привет, как быть, если ссылка покупки в телеге на сайте продавца пишет, что, к примеру, в Беларусь не доставляют? Ищите какой-нибудь, не знаю, какого-нибудь продавца, который доставляет, но вы всегда, кстати, можете написать самому продавцу, пошлет он или нет. Почему Беларусь? Потому что в Беларуси таможня высокая. То есть там у вас какой-то космос. Если здесь у нас пока до, получается, 1 октября и потом, может быть, 23 сентября пролонгируют эту тему до 1000 евро бесплатный таможенный сбор, то у вас прям это очень дорого все. Так, и окей. Дальше какие еще вопросы? Не забываем прожать лайк. Напоминаю, что все довольно просто у нас. Тестируем iPhone 14 в режиме реального времени. Я его еще при вас потоплю. Чуть-чуть. Пока, во всяком случае, не лагает. Жарко, очень пальчиком жарко. Но вот что есть, то есть. И да, вот сейчас фриз был. Ох, какой лютый фриз был. Нет, это у вас, если у вас не тормозил интернет, это фризить стал смартфон. Сейчас я скажу, на какой минуте. Через 45 минут. Так, мне очень интересно, это не температура ли? Сейчас пока поиграем. Дальше, привет, а что у тебя за клава на столе? На нее тоже был, по-моему, обзор или будет. Клавиатура механическая от Xiaomi. Мне нравится. Вот. Так, и температура, смотрим. Здесь 40, а вот здесь 42, 42,5, 44. То есть вот здесь есть отметка, где 44,5, и, соответственно, вот этот вот металлический корпус, он рассеивает, но играть некомфортно. Надо, наверное... Опа, сейчас 5 секунд. Надо клиентов найти. Так. Что из интересного? Минька. Минька интересная. Полечиться. Искал с влагозащитой что-то самое недорогое. Выяснил, что 20 FE в своем обзоре цена с Али начало февраля, купил за 43 в конце апреля. Как тебе цена? Не радостная, ну а что делать? В конце апреля было все печально. Так, и с другой стороны тоже бот стреляет. Хорошо хоть боты. Не боты, я бы трупом уже был 4 раза.
Зато можно эпично говорить топ-1. Вон там дроп. К дропу поеду сейчас. Так, и ничего интересного нет. Поеду к дропу. Все равно играю, правильно? Может быть, там будет кто-то реальный. Потому что на вторую игру уже бывают не боты. А дальше, бро, почему ты играешь именно в эту игру? Я ее ненавижу. Ну, еще раз повторяюсь, здесь вопрос предпочтений, не предпочтений, какая разница? Даже в эту игру Смарт погибает по яркости через благополучных 8 минут. Так, и все, понеслась. АВМ. Все. Очуметь, да? Как можно с этого АВМа не убить сразу? А я могу, умудряюсь. Так, и... Коряк, имп, все, ничего интересного. Гоним. Дальше, Саня, OnePlus 10 Pro или ждать, пока упадет цена на Vivo X80 Pro? Я бы взял Vivo X80 Pro однозначно. Вот, если вам средства позволяют или рано или поздно позволят, потому что это прям топ-топ-топ. У меня на телефоне картинка отличная. Супер, а у меня 2 раза подлагивало. Вы думаете, что мне приходится вас обманывать? Пересмотрите этот кусочек. Саня спросил про экосистему от Apple и Huawei. Но у меня в приоритете смотреть видео и играть в игры, но требовательные. Все равно Apple лучше. Если что-то, что подразумевает вот такие вот темы, то нет. Ну, вы видите сами. Huawei так яркость не сбрасывает и так быстро, по-моему. Я уже не помню. Но я в новые, видите, супер новые не тестировал. Так, ну, окей. Окей. Бот на боте и ботом погоняет, включая меня. Дальше. Вот, наконец-то пулеметик. Zenfone 9 мне еще не выслал Asus, хотя я давным-давно его купил. Я уже жаловался на прошлом стриме. Не забываем прожать лайк, наберем 10 тысяч и разыграю iPhone 14. Не наберем, разыграю его 11.11, либо когда наберем 10 тысяч лайков. Стоит ли брать Oppo Find X5 Pro на 9 тысяч? Я бы нет, я бы не брал. Потому что, опять же, альтернативы есть. Альтернативы это, еще раз повторяюсь, что? Правильно, альтернатива этому делу великий и ужасный Vivo X80 Pro. Мне он понравился больше. Ну и плюс-минус это тот же самый BBK. По мне лучше. Дальше можешь дать спойлер по поводу наушников. Oppo Enco Free 2 еще в must-have. Да, хорошие наушники. Find X Pro гений дизайнерской мысли, да. Find X5 Pro это смартфон, с которым бы я ходил, если бы не его автофокус, который вы можете наблюдать, как только посмотрите обзор на него. Саня, оставишь его себе? Что именно, Лиана? Этот смарт, да, разумеется. И я еще, может быть, 13 Pro Max куплю. Но опять же, 13 Pro и 13 Pro Max, точнее 14 Pro Max куплю, полностью перекрывают все мои задачи. То есть по съемке они достаточно хороши, и никаких претензий у меня к ним нет. И все. Здорово, Wolf. OnePlus 9 Pro за 28 тысяч. Хорошая цена. Новый? Не знаю, это такой вопрос риторический, потому что, наверное, да. Наверное, цена хороша, еще там есть 4К 120 FPS, и вопрос, как гонять. Если в играх, то вполне возможно он вас расстроит какими-то местами, там 3 восьмерки. Саня, привет, скажи, пожалуйста, и он очень быстро разряжается, его надо также настраивать, как и 9RT, и холить или леять. Стоит ли сейчас покупать Samsung S20 FE на замену Poco X3 Pro? Я бы не стал. Но, опять же, лучше спросите у владельцев Samsung. Может быть, S20 FE не имеет каких-то таких проблем с перегревом и всем остальным. Какие риски брать iPhone в связи с санкциями?
Как и все. Как и Android может, как и, не знаю, App Gallery. Но при желании нас могут просто... Мы сами себя можем обезопасить, допустим, от интернета. Вообще. То есть, ну, я ничему не удивлюсь. И лично я ничему не удивляюсь. Если вы кто-то удивляетесь, то хорошо. И можно с обеих сторон говорить, что плохого сейчас происходит. Хорошего я не знаю, что... Может, кто-то знает, что-то хорошее сейчас происходит. Поэтому предполагать, что все будет в огне, я не могу. Как, кстати, картинка, как звук. Саня, почему в приоритете именно игры для выбора смартфона? Многие не играют. Сэр Себайни. Еще раз повторяю, что игры, они очень хорошо отражают оптимизацию смартфона. А почему? Потому что это требовательная штука. Это требовательная так же, как видео. Вот, допустим, видео мы снимали сейчас 4К 30 FPS, 50 градусов, точнее 60 FPS, 30 минут. Но это прям много. И если ты будешь использовать как для съемки, то экран тоже становится менее ярким, тусклый, и вполне возможно тебя будет это не устраивать. Что в приоритете должно быть? Если, опять же, мы говорим о том, что здесь супер топовое железо, все продумано, все оптимизировано. Эта оптимизация подразумевает в первую очередь самая сложная оптимизация. Это игры и видео. Правильно? То есть съемка, и если и там есть какие-то компромиссы, а сброс яркости это такой приличный, я вам скажу, компромисс, и большое пожирание батареи, то вопрос дня, чем они отличаются от остальных? Но 13 Pro, 13 Pro Max и iPhone 13 очень хороши по автономности. Прямо вообще великолепно. Просто опять же про игры. Вот сейчас при вас я тестирую игру, пожалуйста, не самую тяжелую. Вот эта штуковина довольно горячая. Сейчас проверю. Потому что по моим ощущениям он прям очень горячий. Может быть он не настолько горячий. Да, наверное, это мои нежные... Нет, 41. 41, 42. Надо подольше просто держать. И в тех местах, где он более раскален. Да нет. Так странно, ощущение, как будто он прям горячий-горячий. Ну вот, видите? Экран 44. Ха. Я так и ощущала. То есть ощущается жар почему-то именно в экране. Тыльная часть, она холоднее. А экран, получается, здесь сделали довольно такую странную по мне оптимизацию. Здесь экран горячее. 43 градуса это очень такой неприятный экран, я бы вам сказал. Но я думаю, вы и так в курсе. А73 ждать ли на обзор, не знаю. Наверное. Я пока не думал над этим, честно. Так, я чувствую, вся моя игра будет заключаться в том, что я буду бежать и поедать что-то там. 20 человек осталось еще. Скорее всего, боты. Саня, носить Huawei GT Pro в связке с iPhone 14 Pro вместо Apple Watch есть смысл. Если у вас есть iPhone 14 Pro, деньги на него, то зачем вам не профильные часы? Но это не камильфо, по мне, опять же. У вас может быть другое мнение, конечно. Так, что у меня там по времени? Или я подбегу, и он опять поменяет зону? Окей. Постреляться. Все. Боты, не боты, жизни надо восстанавливать, правильно? На зарядке или просто наушники? Это не зарядка и не наушники. Это, еще раз повторяюсь, мы с вами стримим не в линию, то есть не через Wi-Fi, а через карту захвата. Максимально адекватно по мне. Так, а что здесь? Откуда кто стреляет? О, дрон даже. Или это... Опа. Дрон мы поищем. Что там? Что дрон это по-любому живой человек. Или это... Бывают боты, которые заказывают дронов? Друзья. Новости 29. Не похоже на бота.
Проверяем, что ему шло. Прям интересно. Ладно, не убили и хорошо пока. А батарея не быстро помрет из-за таких температур. Опять же, вы не сможете сказать, пока вы не походите с ним год, допустим. То есть по мне 13 Pro Max очень медленно заряжается. У этого дела я завтра попытаюсь разобраться, где мне купить какую-то супермощную зарядку. Но у меня есть, в принципе, яблочная зарядка от MacBook. Попробую им заряжать. То есть мощи, по идее, достаточно должно быть. 9. Что у меня там такое? Вот что я такое нашел? Красная ракета. А, это боеприпас для красной ракетницы. Ну и норм. Ага. Кто-то на возвышенности. Наверное, не бот. Мозгов, если хватает, сюда забежать. Ваши ставки, господа. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, что iPhone 14 рано или поздно будет все равно на канале разыгран. Первый такой. Ну, еще OnePlus Nord SE 2 у меня разыгрывается. Так что все зависит от вас. Дальше, Илья, лучше обычный Redmi Note 11. Александр, 2-3 года назад флагманы так сильно... Не прочитал. Еще недавно заметил одну закономерность, что любой Android-смартфон, сколько у него не было оперативно, намного раньше начинает выгружать из памяти приложения. Да, с одной стороны. С другой стороны, ни один iPhone не может стримить одновременно в Твиче. Ну, я попробую с этого, с 14 Pro, одновременно стримить в Твиче и играть. Но 13 Pro Max, который стоил по тем временам тоже далеко за 100, когда я его покупал, он не имеет возможности одновременно стримить и играть. Он вылетает сразу. Вот вам и оперативка. Может быть, у этого это дело получится. Но какой-то OnePlus Ace Racing Edition за 18 тысяч, который я покупал, он может это делать. У него глюков нет по поводу этого. Так, и чего? Очень странные дела. Предположу, что это бот. Хотя клал он неплохо. Опа. Так, а теперь сзади. Да что ж, со всех сторон меня, что ли, лупят? Тут даже если один не бот будет не весело. Все, АВМ, я номер 2. Вот такая вот беда. Позорно, но де-факто. Так, секундомер. Идеально. Кстати, секундомер показывает нам час. Час игры через 3 секунды. То есть час мы все-таки погоняли его. Все правильно или мне кажется? Нет, по-моему, погоняли. В час. Или не может быть? Подождите, а как это может быть, если у нас трансляция 97 минут? Хотелось бы победить в розыгрыше. Для этого необходимо подписаться на этот канал, на лайв-канал, на телеграм-канал скидок и в комментарии написать, что вам понравилось или не понравилось в iPhone 14 Pro. И, разумеется, мало того, что вам придется это дело написать, так вам еще придется указать свою телегу либо русским языком, либо в описании к своему каналу. И звучит это сложно, по факту это все очень просто. Все зависит от вас, но в основном в таких условиях сложных, где чуть-чуть надо включить мозг, выигрывают подписчики. Что у нас есть? У нас есть 22%. От 65%, что было, это значит, он поедает в Геншине 33% в час. 33%. Через 8 минут сбрасывает яркость. В 9 раз. Вот пока такая история. Макс температура была. Макс температура. 50, не здесь. Здесь была 45 градусов. При съемке была... При съемке... 50.
Дальше Vivo X80 Pro, не глобалка. Я сейчас отключаю это дело, перевожу все на лицо. Почему? Потому что я сейчас буду делать магическую вещь. Я сюда установлю throttling тест и не буду его грузить. Опять же, какой-то дополнительный выводом даже. То есть я сейчас Antutu устанавливаю, мы ждем, когда он восстановит яркость, и смотрим, что он сможет нам показать. Правильно? Насколько он оптимизировал сейчас под Antutu, неважно, потому что, опять же, ну, пусть сам Geekbench тот же, Antutu, AITA64 заодно. Еще что? Что еще установить? Geekbench EML установлю. И 3D Mark есть? По-моему, есть. Все же это интересно вам? Нет, 3D Mark нет. Все, это все дело я оставлю сейчас на зарядку. Он чуть-чуть подзарядится, чтобы вы мне не сказали, что у него малый заряд. Саня, что ж ты за подлец? Вот сейчас, видите, 21%, он идет потихонечку заряд. А мы с вами пока пообщаемся. Не забываем прожать лайк. 10 тысяч лайков, все будет в огне. Не 10 тысяч тоже будет в огне, но круче, если мы наберем 10 тысяч довольно быстро, я разыграю iPhone 14. Пока он еще очень много стоит, а то потом он подешевеет, легче будет провозить его. И будет неинтересно, правда? Дмитрий, Саня, по твоему мнению, ZTE, Motorola или Lenovo ужасные смартфоны в целом? Нет, они не ужасные смартфоны в целом. Еще раз, они подразумеваются мной, вот, чтобы вы понимали, это третий эшелон. Ты можешь быть на стороне добра. Я считаю, что это добро. Питчить, ну не питчить, а покупать третий эшелон. То есть вы помогаете каким-то брендам стать новыми Xiaomi, стать новым Huawei, тот же Nothing Phone, еще что-то. Но я же общаюсь с вами, вот сейчас у вас 300 человек, почти ночь, 2:10, огромное спасибо, что вы пришли. И моя идея это в том, чтобы облегчить жизнь моей аудитории. Я не хочу, чтобы вы облегчали жизнь производителям. Насколько они плохие, они не ужасны. Но они ужасны, когда ты вспоминаешь о том, что есть гиганты индустрии с громадной фан-базой, с другими проблемами. И это точно не прошивка, не поддержка. Когда ты точно знаешь, что ты покупаешь BBK, у тебя будет очень много владельцев BBK. Когда ты понимаешь, что покупаешь Huawei, то же самое. Ты покупаешь даже Sony, у тебя больше, чем Infinix. Я не знаю, ZTE, еще раз повторяюсь, это лакомый кусочек для всех перекупов. Вы понимаете, что ZTE и Motorola дают просто безумную маржу. Ты когда их покупаешь в Китае и продаешь в России, ты не наваришься так. Ну, на айфонах новых сейчас можно так навариться, а на всем остальном нет. Посмотрите разницу в OnePlus на Авито, допустим. Либо в Huawei тех же, либо в, не знаю, Realme. Все это плюс-минус одинаково. Зато когда вы берете те же ZTE-шки, почем они продавали, помните? Аксоны. Вот посмотрите в телеграм-канале скидок в описании. И посмотрите, в какой ценник их сейчас пихают. И кто их пихает. То есть их пихают в первую очередь те, кто не говорят, что вот за 50 тысяч лучше пойди купи Vivo X80 Pro, добавь десятку. Потому что 50 и 60 не такая огромная разница. Понимаете? А ты покупаешь бренд первого эшелона и третьего. Это как с 11 Ultra. Я ее не покупал, вот когда купил сейчас за 34 тысячи топ. Но когда ты покупаешь флагман за 34 тысячи у Xiaomi, это одна история, за 100 это другая. Это бесполезный смарт за такие деньги. 12S Ultra я сейчас купил до 60. Цвет. Когда я его купил за 90, это бред. Вы купите сейчас 12S Ultra за 56. Если сможете, да. Я вот прям сходу советую. Не сможете, забудьте о нем вообще. Потому что за эти деньги есть Vivo X80 Pro. За 70 тысяч уже 13 Pro Max. За 56 можно купить 13 Pro. То есть в этом всем мире флагманов есть топы, мега топы. Если ты хочешь поиграться и сказать, что у тебя самое крутое железо, конечно, покупай Motorola за эти копейки, за 20, и все, и забыли. И у меня не будет к вам претензий, к себе претензий. Я скажу, Motorola за 20 тысяч круто. ZTE за 20 тысяч не круто. Потому что Motorola это все-таки Motorola, пусть она и ленововская. Vivo X80 Pro не сравнится ни с одним из флагманов третьего эшелона. Для меня важен jailbreak, поэтому iPhone 14 не для меня. Понятно. С какой трубой сам ходишь? Еще раз повторяю. iPhone 13 Pro Max и Poco F3. Вот они, видите, в каком состоянии у меня Poco F3. Вот ужасный чехол, испачканный.
Дальше Motorola Razr, мне кажется, топ, но пока дороговат. В чем он топ? Раскладушки, какие бы ни были, вот опять же, моя политика. Сколько раз я не приходила. Вот сейчас купил за оверпрайс iPhone 14 Pro. Я хочу с ним ходить. А если бы я купил за эти деньги любую раскладуху, кто-то ходит с Huawei, хотя я уверен, что они не сами покупали, опять же, из блогеров. Потому что вот когда ты это все снимаешь, вот так вот, собираешь, ты видишь экран, что он согнут. Нет этих идеальных экранов. Я ходил в магазин, мне они не понравились. Я, может быть... Ну, как можно рассказывать о технике, которая, я считаю, недоработана, и вот все эти раскладушки то же самое. Вы можете их за 30 купить, поиграться, может, вам будет переть. Но вы будете видеть вот эту вот складную штуку. Понятно, что это надо пилить, что они должны становиться лучше, что это круто, что они станут лучше, и потом нам будут об этом рассказывать, продавать, и мы будем это покупать, когда они станут лучше. А вот пока они становятся лучше, я не могу своей аудитории это дело советовать. Poco F3 3 месяца прошло, жутко лагает, я его точно буду менять. Он меня и так бесил, а сейчас вообще смерть, он зависает. Я уже сбрасывал 2 раза. Сань, ты только подумай о том, что все 60к, что не все готовы 60к вытащить. Александр, хорошо, но если вы готовы Аксон брать за 50, или вот эту вот Nubia, где вот это вот 56, то вы также можете за 60 купить Asus ROG Phone 6, который не сбрасывает яркость. Либо вы можете... Какой 60? 46 я его покупал. 46, сейчас он 46 стоит. Asus ROG Phone 6. А вот это дело стоит столько же. Зачем покупать хуже третьего эшелона, когда можно купить первого? Если мы говорим о Аксоне, 40 Аксон, сколько он? 50. Топить буду только после того, как мы с вами пройдем стресс-тесты. Вот, проведем стресс-тесты. 3D Bench, гоним Bench, установить. Сейчас я все это дело. Чуть-чуть подзарядим его, чтобы вы мне не сказали, что самое главное, что? Это правильно. Провести Antutu стресс-тест. И... Да, какая-то лабутень, не хочет он пароль мой видеть. Дальше 25К с iOS и норм камерой. Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Для меня это странная очень тема. Да что за лабутень-то? Последняя попытка, если не получится, я уже не знаю, что делать. Может быть, это ночь? Я не знаю, что делать. Ладно, окей. Открыть. Geekbench открылся. И Antutu при использовании разрешить. Старт-тестинг не делаю, потому что он горяченький пока. Давайте все закроем. Он у нас 33%. Чуть-чуть остынет. На 33% нормально гонять или подзарядить еще? Какой телефон взять за 40-45 тысяч с лучшей камерой? Как можно сформулировать? Какая, по мне, лучшая камера в диапазоне 40-45 тысяч? X80. Кстати, а чего так поздно? Я подумал, что глюкнуло. Еще раз повторяюсь. Как появился iPhone, я провожу стрим. Все. Кому надо, тот посмотрит потом. Саня с Nord 2 ходил бы сам? Нет, я бы ходил с Realme GT Neo 3. Опять же, если OnePlus бы зашли, то, наверное, я бы поднакопил и купил OnePlus 9RT. Huawei Mate 50 будет на обзоре у вас? Не интересен мне Huawei и Honor. Еще раз, это мертвые бренды. У них они оторваны от технологий. Вам могут долго и упорно пихать это все дело. Но у них даже 5G. Может, у Honor есть? Honor Magic Ultimate Top Gun мне предлагали и китайскую, и глобальную версию. Учитывая стоимость и количество их на Авито, которые постоянно закрываются, я уверен, это не скупают эти смартфоны. И то, что даже у серовозов их почти нет. Во-первых, он переоценен, во-вторых, мне не нравится его внешний вид, и в-третьих, я понятия не имею, как его продавать, если его купить. А то, что я купил на Али, у меня его не послали, все, и дальше обиться не стал. Если, допустим, я доплатил этот 18700 до Asus ROG Phone 5s,
то это ладно. Я бы заплачу до Zenfone 9, но с Honор'ами взрывать себе мозг не хотят они продавать в Россию, да и в топку. Саня, что думаешь, на что менять многострадальный Poco F3? Либо OnePlus 9 RT, либо Realme GT Neo 3. Саня, подскажи, Redmi Note 11 Pro для мамы нормально? Более чем. Афоня так долго стынет, да, но он уже остыл, я просто его заряжаю чуть-чуть. Что думаешь о будущем Pixel 7 и 7 Pro? Пока меня пиксели только разочаровывали, кого-то они там, кто-то от них в восторге просто лютом, я не из таких. Ты еще не спишь, Лим? Да вроде бы нет. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, 10 тысяч лайков. Мы разыгрываем iPhone 14 сходу. 1200, учитывая, что мы набили на стриме. А этот стрим с утра, поверьте мне, наберет значительно больше. Я думаю, что все будет хорошо. Саня, по твоему мнению, сейчас происходит что с лютым нагревом всех флагманов в тяжелых задачах по сравнению с относительно холодными смартами трехлетней давности? А мощь, она такая. Ну почему? Qualcomm'овский, опять же, вот этот процессор 8+, Gen 1, он норм. Дальше Vivo X80 Pro, есть глобалка. Что подразумеваешь под смартами? Есть глобалка. Под смартами третьего эшелона. Realme нет, это первый эшелон, BBK, вы чего? Смарты третьего эшелона это Lenovo, Motorola, ZTE, Infinix это еще ниже, это четвертый эшелон. Не знаю, ну хорошо, можете ZTE, Motorola или Lenovo во второй эшелон, а Infinix, Techno, которые мне написывают, как и всем блогерам, которые сейчас, возможно, это смотрят. Но это все прям вообще уж, ух, ну вы понимаете. Саня, подскажи, под каким видео написать коммент для участия в розыгрыше? Под этим стримом, когда он закончится. Когда ты будешь дорабатывать громкость звука для теста наушников в играх? В плане дорабатывать. Да я не про автостап имел в виду за 25 тысяч. Есть вообще что-то в принципе на рынке или мало денег? Да нет, OnePlus 9 RT. Доброй ночи, Деников. Добрый. Не забываем прожать лайк. Набираем 10 тысяч. Разыгрываю iPhone 14 или разыгрываю его 11 условия вы уже слышали не раз. Прошки вторые не пробовал, реально по шуму лучше. Нет, не пробовал. Саня, привет, у меня сейчас Redmi Note 8 Pro. На что посоветуешь поменять? Заранее спасибо. Всегда вопрос бюджета. Пишите, смотрите, во-первых, на лайв, вот здесь на основном канале есть 30 вещей, как нужно выбирать себе смартфон, и там топ-10 смартфонов. И вот по этим критериям вы пишете в телеграм-канал взаимопомощи, вам люди советуют, и я тоже, возможно. Либо приходите по этим критериям, пишите мне на Твиче, когда я стримлю, я вам отвечу. Почему я решил ждать 8 Gen 2, так как 8 плюс Gen 1 понравился и есть надежда? Да, он уже неплохо оптимизирован по мне. Саня, будет ли обзор скоро ли на наушники Xiaomi Buds 4 Pro? На руках. Скоро. Дальше, Саня, OnePlus 10 Pro стоит доплатить или OnePlus 9 Pro хватит? Стоит. Стоит, хотя у OnePlus 9 Pro есть 120 FPS, он быстро садится и быстро греется. Pixel 6 Pro или OnePlus 10 Pro? Однозначно OnePlus 10 Pro. Хотя бы из-за качества экрана. Александр Нетрусов, вы второй, кто задонатили сегодня через YouTube. Спасибо. Ну и за тем, всем, кто донатил на Donation, тоже огромное спасибо. Вы перекрыли 5% моих трат. Это хорошо. Так постепенно я за лет... Все хорошо. В общем, спасибо. Я не пользуюсь айфоном, но мне нравится iPhone 14 Pro. Ну, симпатичный, ну а чем он вот внешне отличается от 13 Pro Max? Челкой. Саня, будешь ли ты делать обзор на новую версию Amazfit GTR 2? Она у меня на руках, и да, уже обзор пилится. Саня, подскажи, стоит ли Neo 2T на Neo 3 менять? Будет ли вау-эффект? Не будет. Не стоит. Techno года 3 назад в рознице продавал, было полным мусором. За такое время рост заметен, у них флагманы типа линейки Phantom, но в РФ не продаются. Может быть, годика через 2 реально во второй эшелон перейдут. VD Channel, спасибо за честность. Я еще раз повторяюсь, да, когда ты юзаешь это все, когда ты это пробуешь, то ты можешь честно говорить, что ну вот есть альтернативы за эти деньги из первого эшелона. Я там просто не модер. Понятно, там надо бан в болталке выдать. В болталке уже хватает людей, чтобы выдать бан. Ну, давайте я зайду и раздаю. Я могу ее вообще закрыть пока. Никаких претензий, проблем с этим не будет вообще. Все норм. Дальше... понеслась. Да, вообще серьезно. О, как...
Сейчас, извините, у нас тут очень много странных людей. Еще раз напоминаю, что у меня канал про техно. Нет политики, мата, хамства, рекламы, азартных игр, которые я считаю неправильными, пиара, алкоголя, табака и всего остального. И насилия, тем более, в любой его форме. Много очень каналов, телевизор любой включите и можете наслаждаться всем этим. Приходите сюда, чтобы мы помогли пообщаться по железкам. По всему остальному, либо там в форме, либо еще где-то. Хорошо, друзья? И про телегу взаимопомощи то же самое. Вы просто будете там забанены и все. Привет, недавно взял Nord 2. Все нравится, стоит ли апгрейднуться на 9 RT? Нет, если вы недавно купили и все вам нравится. Зачем вам апгрейдиться? Oppo Enco Free 2 за 3200 топ или есть варианты заметно лучше до 5000 рублей? Норм. Хороший смарт. Хорошие наушники. Когда обзор питерских девочек и стресс-тест? Смешно. Ладно. У всех свой юмор. Я напоминаю, что с юмором у меня проблема, поэтому не обессудьте. И реакция на юмор соответствующая, на некоторые. Так, сейчас я благополучно откладываю его, чтобы не было зарядки. И включаю Antutu, потому что самое интересное, я думаю, для вас и для меня мы оставили на потом. Это Antutu и водичка. Еще поболтаем, может засечем какое-то время. Но если засечем, он, ну, во всяком случае, я уже чуть-чуть их погонял, правильно. Не забываем прожать лайк, будет 10 тысяч, мы благополучно разыграем iPhone 14. И я думаю, что мы рано или поздно победим, потому что у нас уже есть 1200 лайков. На 9 RT быстро, с одной стороны, садится аккумулятор, а с другой стороны, при правильной оптимизации ничего там быстро не садится. Нужно чуть-чуть подумать мозгами. Почитать и, согласно инструкции, настроить. Так, чуть-чуть полежит, пусть, да, остынет, потому что он реально теплый. Я не хочу, чтобы вы думали, что у меня миссия захейтить яблоко. Поэтому давайте объективно, как всегда. Почему-то задонатить нельзя. Пишет, что недоступно в моем регионе. Вы можете в Donation Alerts донатить. Вот, донатить сюда. Donation Alerts. И все. И я буду вам благодарен. Если не задонатите, тоже буду благодарен. Вот сюда. А дальше заблокирован кто-то, понятно. Топим его, дождусь. Так еще раз, я топил его. Вы можете посмотреть на YouTube в, получается, шортсах. Я выгрузил это дело. И оно уже все, уже смотрит народ. Не так много, правда, людей посмотрел, но все равно смотрят, как я топлю iPhone 14 Pro. Потихонечку, 5300 посмотрела. Хорошая цена для OnePlus 9 RT какая? Братья на Алике. 25 тысяч хорошая цена. Смотрим по поводу температуры. — 39 градусов. — 39 градусов. А кто служил, все с юмором должны быть. Да, да. Но на третий десяток юмор заканчивается, служба. Все, старт-тестинг. Все в онлайне. Вы все, в принципе, видите. Главное, звук подрубить чуть-чуть. Что-то как-то он не... Разрешение у него не особо фонтанно, да? Ну, ничего. Справится, я думаю. То ли ориентация так. Ну, хочет он так, ладно, пусть так проиграет. Я потом еще раз прогоню, но пока вот, посмотрите, картинка странная. Какая. Вообще странная. Дружище, что выбрать? T-Rex, T-Rex Pro или T-Rex 2? Большая разница отсутствует, так и есть. Можете купить просто первые T-Rex, что будет дешевле. Саня, я имел в виду, чтобы увеличить звук наушников, когда тестишь скорость звука в играх. Хорошо. Окей. Час уже прошел, он все стынет, жуть. Lenovo Pad Pro на Snap 870 обзор будет? Так был. По-моему, был. Посмотрите. У меня, кстати, Xiaomi на 12,4 дюйма. На руках.
Но это будет не скоро. Саня, привет. Что лучше взять на замену? Слишком много топа, тоже плохо. С бомж-ноутом поможешь? Конечно. Бомж-ноут в какой ценник? Хейтом. ZTE War Robots Tester. Я очень рад, что прибыло в моем полку. Если вы будете рассказывать людям, и вы тестировали ZTE, как и я, и Моторолу, и можете честно сказать, что это шлак, а вы пользователь, а я блогер, то суммарно наши доводы будут честны. В стакане я его закину попозже. Закину в стакан. Что какая-то странная картинка, ну ладно. Интересно, разменяет ли он миллион? Да, я думаю, разменяет. Почему нет? В ушах OnePlus Buds Pro при включении режима шумоподавления или прозрачности слышно белый шум. Нет, не всем так везет. Может, вам не повезло просто. Саня, был восторг от динамического выреза? Вообще никакого. Скузи. Когда ты ходишь с 13 Pro Max, ну, как бы, ну, вот точно такой же смартфон, по ощущениям, толще только. Ну и меньше. Какая игра на данный момент лучшая? У каждого своя. Cyberpunk. На компе, наверное. Ну, мне интересно бы было поиграть еще. Так мне интересно играть в Diablo Immortal. Мне интересно играть в PUBG. И мне интересно играть в танки. Genshin тоже иногда интересно, но он меня поддостал. Стоит ли сейчас покупать Т9? Т9 не знаю, что такое. Успехов тебе и твоему каналу, процветания твоей семье. Просто обычный парняга, приятно смотреть и слушать, все доступно объясняешь. Артур Батов, спасибо, подписывайтесь, не забывайте прожать лайк и по возможности участвовать в розыгрышах чего-нибудь. Сань, на что поменять Note 8 Pro? Посоветую бюджет до 30-ки, можно с Алика. 8 Pro что? Note 8 Pro, Redmi. За 30-ник можно Xiaomi 11T Pro купить. Если вы на MIUI привыкли. Если готовы поэкспериментировать и купить какой-нибудь Realme, то 30-ник это прям много чего можно купить. Это OnePlus Ace. Вот. Не-не, самая лучшая ролевая игра. Diablo. Мне больше Diablo Immortal нравится. А чем она не ролевая? Что лучше, Honor 20 Pro или Honor 50? Понеслась. Еще раз, я не советую, не сравниваю Honor и Huawei, потому что, еще раз повторяю, что в моем мире, в моем мозгу, как человека, который покупает смартфон, либо даже берет иногда там, ну вот, у Фила я брал Red Magic. Понятно, у кого он брал. Смарт должен быть... с возможностью продаж. Не знаю, как объяснить. И в кайф. Ну, ладно. Всегда рекомендую ваш канал. Петр Владимирович, спасибо большое. Саня, пройди Witcher 4. Играл... так в Ведьмака-то я играл. Но до конца не прошел. ZTE Axon 40 Ultra дико жрет с выреза айфона. Ржет. ZTE это бренд, который единственное, что может, это ржать. Как бы. То есть я, хотя сейчас тестю и, возможно, во многих моментах хейтю яблоко, но не путайте первый эшелон и третий. BBK это бренды OnePlus, IQO, Realme, OnePlus, IQO, Realme, Vivo, Oppo. Это все первый эшелон. Xiaomi, Redmi, это первый эшелон. Black Shark, Asus ROG фоны, это первый эшелон. Samsung, Huawei, это первый эшелон. Пусть даже сам Huawei ослабленные. А все остальное, это все остальное. Ну, окей, вы можете еще Sony вспомнить, но я бы в Sony в жизни за такие деньги не купил. Я так понимаю, это капитальная сова, как ты с 2 детьми совмещаешь ночной режим. Жена... И плюс ночной режим. А какой вариант? Вот сейчас я, если не протестирую это сейчас, завтра я не смогу сделать обзор. Я все равно бы тестировал, понимаете? То есть сейчас я убиваю двух зайцев. Раз я сказал, что я разыграю iPhone 14. Круто? Круто. То есть это и мне челлендж найти деньги на iPhone 14 после того, как я 14 Pro купил.
Вот. И второй вариант, это я первый раз тестирую так какой-то смарт, который является новинкой. Я надеюсь, что вам это дело интересно. Надеюсь, что народ это посмотрит, оценит как-то и будет участвовать в розыгрыше. Будем так тестировать не только этот смарт тогда в онлайне. Еще раз повторяю, что в онлайне практически все я тестирую на великом и ужасном Твиче, и потом выгружаю на Польза.нет Live. Вот. Дальше, благодаря вам, теперь смотрю ваши обзоры, другие блогеры не заходят. Проплаченность, спасибо за ваш труд. Даниэль, очень много непроплаченных обзорщиков. Вот, допустим, к чему это все? К тому, что я тестирую по определенному в каком-то смысле шаблону. То есть я тестирую все, чтобы мне надо было знать. Вначале я рассказываю о всех плюшках, в конце я рассказываю о минусах и, разумеется, говорю, резюмирую и варианты какие. Что купить, как купить, где купить. Я бы купил. Это не значит, что это истина последней инстанции, но мой канал растет не за счет моей харизмы, ее, к сожалению, немного, а за счет того, что я делаю честные обзоры, и люди возвращаются через год, через два, через три. И у меня выхода другого нет. Это не потому, что я фея, потому что это политика канала. Я рад, что вы смотрите. Спасибо большое. Вот. И повторяю, что не спамьте, пожалуйста, мне придется вас блочить. Дальше, здорово, что думаешь о ZTE Axon 30 Ultra? Думаю, что это третий эшелон, шлак, деньги есть, покупайте, чтобы их выбросить. Попытайтесь потом Axon, когда вы поюзаете ZTE, а вы поюзаете, и как все блогеры, которые его советуют, потом перепродадите кому-то, я посмотрю на то, как будет вас мучить ваша совесть. Потому что вы будете продавать шлак, потому что вы походите с этим шлаком, он вам понравится, потому что он месяц, может быть, не будет шлаком, а потом он начнет люто глючить, как и весь третий эшелон. И, опять же, это я так думаю. Вполне возможно, у вас другой мир, у вас по-другому работают аппараты третьего эшелона. У вас другие люди приходят на стримы и говорят, что это плохо. У вас другие люди в телеграм-канале или друзья, которые говорят, что Motorola круто, Infinix круто, Lenovo круто, ZTE круто. У меня другой мир, у меня окружают другие люди. Другие люди, да, там OnePlus, OnePlus 9RT, Redmi, Xiaomi, много всего, но это первый эшелон. Про него интересно. Я не хочу, еще раз повторяюсь, быть человеком, который оплачивает рост бренда, который не является первым эшелоном. Понятно, что с этого был бы какой-то совсем приличный профит. Потому что логично, что все вот эти вот малыши, я не собираюсь говорить, я думаю, вы и так прекрасно понимаете, что когда я рассказываю, что у меня переговоры там с Techno, еще что-то, это значит, что меня их условия не устраивают. Если вы увидите что-то на канале, это будет так, как оно и должно быть. То есть вот что оно покажет, то оно и будет. Но это им не хочется видеть. Поэтому этого нет на канале. Если Infinix идут на это, они там появляются. Если Hot Wave идут на это, они там появляются. А это дело нет. Motorola я все скупил. ZTE-шки я тоже несколько купил, так что я расскажу. Я не собираюсь их... Это как Samsung A53. Я вам клянусь, что когда я его протестировал, мы с Игорем, оператором, общались, что это реально не шлак. Это не шлак. То есть это ощущается, что телефон бренд первого эшелона. Он просто лагает. И когда у тебя за 23 тысячи что-то не лагает, а это лагает, а что-то за очень много денег показывает 908 тысяч баллов в Antutu, я паузу сделаю тихую. Это 14 Pro. Это 14 Pro на 256 гигабайт. С последней прошивкой, которую вы только что увидели. Всего 908 тысяч баллов. И все. Но, несмотря на это, этот смартфон, я уверен, что великолепно снимает. Я уверен и вижу, что у него просто обалденный экран, если не играть. Экосистема, еще раз повторяюсь, что яблочных планшетов у меня море. Даже вот этот вот а-ля, по мнению всех, желейный. Вот он, допустим, прямо у меня под рукой. Это вещи. Это удобные вещи. AirPods, фотки, когда вы видите, я с ними хожу. Ну, не только я с ними хожу, много с чем. И не считайте меня хейтером. Спасибо за обзоры, старание действитель, удачи. Да у нас сейчас больше не обзор, а тусовка, которая встретилась пообщаться и заодно проверить полностью какой-то смарт.
Согласитесь, ну интересно же. Ну интересно. Ну вот, неужели не интересно? Так, давайте Geekbench. Что у нас тут? Run, Geekbench. Geekbenchик. Ну, мы подождем чуть-чуть, хорошо? Как ведет себя Nothing Phone? Подождите, 30... кстати, он почти не разрядился. Как ведет себя Nothing Phone после месяца? Многие блогеры говорят, что улучшили камеру. Никак, я его продал. Ну, потому что, ну, хорошо. Многие блогеры, они с этим Nothing Phone ходят? Кто? Напишите мне миллионников. Я понимаю, что серые магазины закупились Nothing Phone, и мне уже жаловались, что его не продать. И уже даже предлагали еще раз на обзор. Но уже от магазина. Потому что тот я покупал. Напишите мне, что за миллионник ходит с Nothing Phone. Для игр Air берите телефон, не проиграться. Глаза посадите. Ой, уж точно, почти 3 ночи. Интересно, раз сидим столько уж. Спасибо большое еще раз, что пришли. Саня, какие часы лучше взять? Цена, качество до 15 тысяч. Так, он у нас пока остывает. Ну, остыл уже практически. Давайте прогоним. А потом потопим, да? Потопим сколько? 20 минут, 10 минут? Пишите. Сколько мы должны топить iPhone, чтобы вы удовлетворились? Граждане, друзья, товарищи. До 15 тысяч цена-качество. Я бы взял Huawei Watch 3. Я не знаю, сколько стоит. Amazfit GTR 4. Подождите, они сейчас скинут ценник, и они будут норм. Я уверен прям. Ну, ZEP, ну, у кого-то, многие пишут, что у них вообще она не глючит. У меня она подглючивает, но, опять же, периодически. Если вы не прям супер-мега заряженный спортсмен, которому необходим постоянно нагрудный датчик, то это очень даже неплохой результат. Я уверен, еще раз, чтобы вы понимали, Мосфиты тоже мне ничего не шлют. Не китайцы, не русские. То есть я их покупаю, вот они у меня лежат. Жалко его топить. Так я уже топил. 3 дня. Пока iPhone не сдох. Нет, Юрий, ну добрее. Не забываем прожать лайк. Я сейчас все это дело закончим, когда расширю и вниз вот так в стаканчик положим, да, и будете наблюдать. Geekbench. Так, вам интересно? Давай не будем топить, не будем. Вам интересно, чтобы... Кратко, я на лайв-канале завтра выгружу часовую свою прогулку с iPhone 13 Pro в кинорежиме. Вы посмотрите, как он ночью отрабатывает и вообще отработает ли. Как ты считаешь, какая цена психологически адекватная для OnePlus 10 Pro 8256? Не знаю, 40. Герасим топил, понятно. Саня, там, пам-пам. Топи, пока в чате есть вопросы. Нет, QC Йорки, но это как бы тоже... Какой из компактов, по твоему мнению, наиболее интересный? 13 Pro, ой, 13 mini. 1885 и 5269. Ну, норм. Все более-менее с легкой руки везде. Ну, единственное, на YouTube посмотреть, как быстро садится за полчаса, допустим, при просмотре видео смартфон. Но давайте топим. Видим мы Always on Display великолепный. И... Ага, он не влезает. Так, мне нужна посудина. Какая-нибудь интеллигентная. А интеллигентных посудин у меня нет. Подождите. Что-то, если получится. Да, получится. Мы сейчас сделаем красиво. Если он не будет протекать, я очень надеюсь. Ванночка не протекает. И вот сейчас мы с вами бросаем все это дело в ванночку. Чтобы не было скучно, я расширю чуть-чуть. Друзья. Мелочь, а приятно, да? Почему-то исчез АОТ. Ну все, работает пока. Дальше, что Геншин, дождемся ли? Давайте, не-не-не, подождите, я 10 минут засеку, потому что, ну, это дичь. Мне нужен этот телефон, чтобы сделать стрим. Но если умрет, значит умрет. Что, не судьба, значит. Стоп, сброс, старт. Актуален ли Realme GT Neo сейчас лучший телефон по производительности? Опять же, ну есть новее. Конечно, нет. Для игр за 25 тысяч смартфон
Штит, ну это еще раз OnePlus. А, нет, 25. Печаль. Короче, не будет у нас длительного теста. Все это дело пролилось. Вот такой вот короткий тест был у айфона. Все пролилось. Не продумал я, что он в стакан не поместится. Так, ну может быть в кружку в эту, подождите. Будете ждать, я вот так вставлю его в кружку. Там чай, правда. Наливаю, нет? Чувствуете? Слышите? Умный, посоветуй, пожалуйста, мне игры, телефон новый. Это очень страшно, что вы написали, я ничего не понял. Пусть живет. Ладно, ну во всяком случае вы увидели, что мы его чуть-чуть подтопили. Критичного ничего нет. Еще раз повторяюсь, что в течение минуты я его топил на великом и ужасном основном канале. Есть запись. И да, все мокрое. Еще мне сейчас гулять и тестировать его при съемке. Кстати, надо сначала его зарядить. А как я его буду заряжать, если он утоплен? Ладно. Надо сначала просушить, потом зарядить, а потом идти в ночь. Послезавтра обзор, а завтра я выгружу, надеюсь, если он сейчас не помрет, пример киноэффекта 4К 30 FPS. Наверное, 30 минут все-таки. Не буду я час ходить. 30 минут хватит ему. И узнаю, за какое время это все дело, насколько садится. А дальше игры на любой вкус, от Half-Life 2 до Genshin Impact и колда. В принципе, мы все уже с вами протестировали. Напоминаю, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше iPhone 14, либо я 11 его буду разыгрывать, я не знаю, скорее всего разыграю, даже если не будет 10 тысяч лайков, бесконтактно и заряжать. Да, вариант неплохой. Вот, если будет 10 тысяч лайков, то разыграю до этого. Минимальная комплектация и только туда, куда я могу его отправить. То есть, друзья, я понимаю, что кто-то там, не знаю, Сомали. В Сомали я не смогу отправить. Там нет почты. Как я знаю. Вот. У меня такая же кружка, давай я ее проверю. Покажи нам рассвет. Нет, ну все, я думаю, что будет все норм. GT Neo на китайской 2 прошивки можно пользоваться. Я Daniel не пользовался. Ну, я пользовался на китайской, но я не постоянно с ним ходил. Поэтому спрашивайте у людей, которые постоянно ходят с этим смартом, лучше. Потому что вам же на постоянку. Вот. Я все-таки за то, чтобы стараться глобалки. А когда он официально выйдет? iPhone 14 Pro, он уже вышел. То есть вот это уже все вышел. А куда я его спрятал? Теперь его еще найти. Вот он. Вот iPhone 14 Pro. Он уже в продаже. Иначе бы он у меня не оказался, правильно? И да, я очень много переплатил, но это того стоило. Сейчас вы видите его, сейчас мы его протестировали. Сейчас я пойду продолжать его тестировать, а послезавтра у меня выйдет обзор. Может даже завтра, но я думаю послезавтра. Послезавтра будет более чем достаточно, потому что завтра выйдет обзор у всех. Сейчас у меня уже фактически вот этот мини-обзор есть. Я думаю, что он достаточен для принятия решений, эта информация. Что лучше взять? OnePlus 9RT, OnePlus Ace или Realme GT Neo 3? Вот что мне удалось найти в интернете. Не надо мне ничего из того, что тебе удалось найти в интернете. Я думаю, OnePlus 9RT. Огромное спасибо всем, кто зашел. Не забываем писать в комментариях, что еще купить на обзор. Огромное, еще раз повторяюсь, спасибо тем, кто будет участвовать в розыгрыше. Осталось чуть-чуть, по большому счету, учитывая, что это новый контент. Я думаю, что смотреть его с утра будут. Делитесь, объясняйте условия. И я думаю, мы победим и разыграем. Добра всем. Всем давайте до свидания скажем. Агрессор, да, в Казахстан-то отправляется. Алиса и Siri помогают, однозначно. Оптимально по камере до 30К из Realme. Ну, у Realme нет супер-мега крутой камеры. Я не знаю. Много всего. Я бы взял OnePlus. Какой у тебя сейчас телефон главный? Теперь вы на него смотрите. Спасибо за стрим, пожалуйста. Да, стрим получился огонь. Спасибо. Congratulations. Ну, пока нет. Будет congratulations, когда мы 10 тысяч наберем. А мы наберем, я в нас верю. Все. Еще раз спасибо всем, кто был, кто донатил,
кто поддерживал беседу. И напоминаю, что есть, кто со мной хочет общаться, Twitch. Я там часто с вами встречаюсь. В следующих обзорах, как ты увеличишь звук, будешь улучшать качество звука при тесте наушников. Уже услышал. Спасибо, Максимчик. Вот. Когда какие топ-наушники посоветуешь до 5000? Топ-10 на канале. А так, все зависит от того, какие у вас уши. Приходите в воскресенье, у меня будет топ-100 наушников, это раз. И два, помимо топ-100 наушников, в воскресенье я расскажу критерии подбора наушников, чтобы вы могли формулировать вопрос перед тем, как вам на него мне ответить, допустим. Master Explorer Edition. Master Edition актуален, наверное. 1339 евро, намного больше, Александр. Я же живу не в Европе. Логично, что я платил человеку, который оттуда привез. И за свои услуги он взял много, очень много. Но, еще раз, вы его видите, я его вижу. Саня для нас себя не жалеет. Да нет, огромное еще раз. Это вы не жалеете себя. Сидите со мной с пятницы на субботу в ночи на стриме. Всем добра. Был рад вас видеть. Очень круто, что мы смогли в 12 часов ночи собраться такой огромной компанией. Добра и удачи. Апоссум огромное спасибо. Антон, Дмитрий, Лиана, Алексей, Вячеслав, Олег, Алексей Звонков, звездочка и все остальные.